Всем здравствуйте! Мы в прямом эфире. Сегодня нас ждет онлайн-мастер-класс по высокому пучку. И пока все присоединяются, хоть многие будут смотреть в записи, как мне написали, да, поскольку не знаю, как у вас, но сегодня отличная погода, я понимаю, воскресенье, у всех свои дела, но все-таки те, кто нас сейчас смотрит, я вас очень прошу, пожалуйста, напишите, слышно ли и видно ли, чтобы нам быть уже уверенными и начать, собственно, наш онлайн-мастер-класс. Сразу познакомлю вас с моей очаровательной моделью сегодня. Это Алена. Сейчас расскажу там про волосы, как мы все это готовили. И пока мы ждем ответ от вас, слышно ли, видно, я расскажу парочку организационных вопросов. Эта ссылка, по которой вы сейчас смотрите онлайн-мастер-класс, будет доступна в течение 30 дней. Но в течение этих 30 дней мы перезапишем сами онлайн-мастер-класс и пришлем вам также на почту ссылку, по которой у вас этот мастер-класс будет всегда в доступе, либо по которой вообще вы сможете его скачать и, допустим, перебросить на флешку и пересматривать в любое время, даже без доступа в интернет, допустим, с телевизора. Поэтому не переживайте, у вас обязательно будет этот онлайн-мастер-класс в записи. И вместе с этим мы перешлем вам потихонечку сертификаты, поэтому тоже не переживайте, в течение месяца они к вам пришлют также на почту. Кто-нибудь ответил? Да, все хорошо? Ну, тогда спасибо, кто мне ответил. Кто смотрит онлайн-мастер-класс впервые, я скажу, что я всегда жду обратной связи, чтобы вы что-нибудь спрашивали, задавали вопросы, но я понимаю, что не всегда это возможно, поскольку не у всех есть аккаунт на Гугле, но мы уже позаботились и предупредили, да, вчера, кто получил письмо, я думаю, все получили письмо, раз вы сейчас на трансляции, мы там написали, что для этого нужно 5 минут времени зарегистрироваться, и тогда вы сможете писать нам. Но если вдруг не сможете, да, допустим, у вас не было времени, пишите, пожалуйста, в Инстаграм, любые вопросы нам все равно перешлют, и мы, собственно, будем отвечать. Итак, высокий пучок. Высокий пучок, как я всегда говорю на живых обучениях, это высокие прически, они всегда очень сложные. Для меня высокие прически стали таким, не знаю, символом верха профессионализма, скажем так, потому что низкий пучок у меня начал получаться, наверное, полгода спустя, как я стала работать после обучения, конечно же, где-то греческая спустя год, а высокие прически долго-долго времени были для меня такой большой проблемой, поэтому я думаю, если вы видели раздаточные материалы, там уже так более-менее понятно, но я сегодня обязательно все объясню по этим слайдам. Ну, в общем, я выработала прям целую схему, да, по которой ошибиться уже в этих прическах трудно, потому что 5 ну, плюс-минус 5 сантиметров, и уже форма заваленная или неправильная. Ну, в общем, надеюсь, сегодняшний онлайн-урок вам поможет. И, кстати, пока вы смотрите по ссылке на YouTube, такой маленький лайфхак, вы можете потом уже, сейчас нельзя, конечно, но потом уже сможете смотреть, ускорив в 2 раза, потому что многие говорят, что очень много информации, тяжело 5 часов смотреть, вот вы сможете ускорить. Потом, когда уже мы, конечно, вам пришлем ссылку на скачивание, ускорить уже нельзя будет. Но также, что касается большого количества информации, я считаю, что это лучше, чем маленькое, поэтому всегда стараюсь максимально наполнить, да, онлайн-уроки, кто уже смотрел предыдущие, знают об этом, поэтому как бы у меня такая позиция, что лучше вам в ресторане принесут большое блюдо, да, вы наедитесь и не доедите, чем вам принесут маленькое, и вы будете немножко недовольны, поэтому на это не обращайте внимания. Если что, потом, когда уже будете отрабатывать, просто выпишите себе минуты, да, на которые вы уже будете включать и какие-то элементы смотреть. Ну, в принципе, я думаю, на раздаточных материалах у вас будет схема, можете их распечатать и делать по ним. Итак, начнем. Первое, с чего мы начинаем, посмотрите, включите, пожалуйста, слайд номер 1. Это по классике, он первый, да, как раз. Нет, обратно. Да, по классике это подготовка волос. Что касается подготовки волос, как я тоже всегда говорю, но так оно и есть, был посвящен огромное количество информации, был на первом онлайн-мастер-классе по локонам, мы говорили о волосах, почему они закручиваются, почему они не закручиваются, да, вообще там, на чем это основано, как влияют такие средства, как влияют такие, но все-таки сегодня еще раз проговорю, потому что большая часть сегодняшних как бы студентов, скажем так, не видели эти онлайн-уроки, поэтому те, кто видели, слышали это уже 100 раз, вы меня простите, но надо мне это проговорить. В общем, первое, что вы видите на слайде, это помыть голову утром в день торжества. Голову мы всегда просим модель мыть утром, да, модель, ну, ладно, я обычно говорю про невест, опять же, меня простите, все, сегодня буду про невест.
Голову мы моем утром в день торжества. Единственное, может быть, так сказать, оправдание не помыть в день торжества, это, допустим, если девочка глубоко беременна, да, ей очень рано вставать, либо иногда приезжают девчонки из других городов, но тогда им физически будет это тяжело, тогда ничего страшного, можно помыть с вечера. Но вообще чистые волосы ничем не заменишь, да, они по-другому выглядят, с ними приятнее работать в плане даже не то, что, да, они там не грязные, а они по-другому абсолютно блестят, рассыпаются, и, в общем, структурной прически, а сегодня у нас именно структурная прическа, получается намного лучше на чистых волосах. Хотя тоже раньше, несколько лет назад, многие парикмахеры просили помыть голову утром, якобы для того, чтобы пух немножечко улегся, да, к утру. Но если мне нужно убрать пух или электризацию, да, с волос, у меня есть много средств, скажем так, для этого, а чистоту прически, ну, волосам я никак не придам, да, если волосы будут не помытые. Чем же мы моем голову? Мы моем голову шампунем глубокой очистки. По крайней мере, я всегда прошу невесты, я покупаю большой такой бутылек капуса за 300 рублей, скажем так, который на всю жизнь хватит, отливаю в маленькие баночки и прошу помыть ими. Потому что очень часто бывает так, что к нам приходит клиент, да, или невеста на репетицию с чисто помытой головой, а волосы у нее как будто сальные, немножечко грязные. Это как бы возникает за счет того, что многие шампуни сегодня, они очень сильно насиликонены, для того, чтобы дать, ну, такую гладкость придать волосам, чтобы она помыла только шампунем, а у нее там якобы волосы гладкие, да, без бальзама, без всего. Но вот эти силиконы, они могут утяжелять тонкие волосы, а у русских девочек в основном волосы тонкие, да, поэтому для того, чтобы не было такого эффекта, либо спрашивайте, каким шампунем она моет, особенно если еще, знаете, органические шампуни со всякими маслами, после них вообще волосы могут быть, ну, прям буквально такими, не знаю, масляными, ну, неприятными. Вот, если вы не уверены в шампуне, которым она моет, лучше отлейте, либо скажите ей, чтобы она помыла много-много раз. Вот, это первое. Второе, на слайде также у вас все есть, на кончики нанести бальзам или маску. Сегодня у нас прическа структурная, то есть мы будем убирать в прическу и кончики в том числе. Поэтому, если у нас волосы как бы натуральные, нет. Если волосы натуральные и они не сеченые, абсолютно хорошо расчесываются, можно обойтись, в принципе, без бальзама. Но поскольку мы эти кончики сегодня будем прятать, и нам нежелательно, чтобы у нас вот торчали такие, может быть, немножечко оборванные, сеченые, да, волосы, лучше их бальзамом или маской помыть, для того, чтобы кутикула немножечко сгладилась, и они легли более мягко. Третье, вытянуть на брашинг или утюгом. Иногда бывает такое, что там я или наши стилисты, да, стилисты нашей студии приезжают к клиентам, особенно клиентов, которых мы не видели заранее на консультации, и они нас могут встречать с полотенцем на голове. Вот чтобы такой ситуации не было, обязательно, пожалуйста, предупреждайте, чтобы клиент высушил голову сам, да, на 100%. Если вы работаете в салоне и у вас заложено время на сушку, то, конечно, лучше в идеале, чтобы вы сами высушили и оттянули все это на брашинг. Потому что, когда вы оттягиваете это на брашинг, волосы у корней, конечно же, приподнимаются, особенно зоны челки, да, с ней намного удобнее работать, в миллион раз проще, чем с обычными волосами, оттянутыми, допустим, на утюг. Но я, допустим, не работаю на брашинге стилиста нашей студии, и многие причесочники, да, кто там знает, многие там именитые причесочники в Москве, не работают с феном, с брашингом. Они просто оттягивают волосы на утюг, ничего в этом страшного нет, но это обязательно надо сделать, потому что если волосы пушистые, волнистые, и мы с ними будем работать, что-то тянуть, они все будут цепляться друг за друга, и, в общем, получится достаточно грязная прическа. А в таких прическах нам очень надо, ну, в принципе, наверное, во всех, чтобы волосы, чтобы, да, были идеально чистые, так сказать. Чистота прически, она достигается за счет того, что все волосиночки параллельно друг другу, да, то есть ничего не торчит, ничего напротив друг друга вот так вот не идет, то есть мы сегодня прядь будем много-много-много раз вычесывать, выглаживать, вот, и для того, чтобы прядь была чистой и сверкала, и блестела, конечно, ее обязательно нужно оттянуть, да, не на брашинг, так хотя бы на утюг.
Следующее — целевой спрей плюс фен. Вот кто смотрел раньше мои онлайн-мастер-классы, я говорила иногда про соляной спрей, да, то, что это щелочные спреи, в принципе, так же, как и шампунь глубокой очистки, они должны открыть кутикулу, чтобы волосы были такими жесткими, чтобы они лучше друг за друга цеплялись, чтобы лучше держали форму, поэтому я сегодня это сделала, да, я сегодня пролила, так сказать, солевым спреем. Сейчас я его возьму. Меня часто спрашивают просто, какие именно солевые спреи. Вот, не знаю, у меня это Индола. Надеюсь, правильное ударение я поставила. В принципе, это может быть любой соляной спрей, TG, да, сейчас очень рекламируют. Но как мы им работаем? Вот у нас клиент помыл голову. И еще желательно, конечно, не выпрямил, потому что это мокрый достаточно спрей. Помыл голову, после этого мы достаточно обильно начинаем, да, только на голову, сейчас уж не буду, волосы у меня сухие, все это распылять и руками немножечко все это взбивать до такой степени, пока волосы не станут жесткими, вы на ощупь это определите. И после этого, как я уже сказала, поскольку соляные спреи достаточно мокрые, плохо сказать, мокрят волосы, увлажняют их, мы обязательно должны пройтись феном. То есть мы в хаусном порядке распылили соляной спрей, тут же прошлись феном, высушили на 100%, а после этого начинаем выпрямлять волосы. Потому что если девочки волосы волнистые, мы ей выпрямим все на утюг, да, к примеру, а потом начнем наносить солевой спрей, конечно же, за счет влаги в спрей, да, что воды большинство, естественно, они начнут у нее, как обычно, там кудрявиться, и нам нужно будет еще второй раз выпрямлять, поэтому выпрямляем мы после соляного спрея. В принципе, какими соляными спреями я не работала, меня все устраивали, не знаю, ну, можете такой купить, я говорю, можете TG, но вообще самое главное, чтобы они не утяжеляли волосы. Но здесь тоже такой момент, много очень не надо, конечно, полбутылька, да, выливать, потому что, я говорю, там все-таки есть какие-то такие активные вещества, как в шампуне и в мыле, наверное, что-то типа такого. И если будет очень много, да, допустим, представьте, вы много шампуня нанесли и не смыли, будет утяжелять. Но таких силиконов, как в бальзамах, допустим, или там в каких-то других шампунях, и уже не будет, поскольку соляной спрей, он должен быть щелочной, и открывать кутикулу, нет смысла в соляной спрей добавлять силиконы, да, поэтому переборщить им достаточно сложно, но при желании можно. В общем, немножко прошли соляным спреем, все это высушили, волосы будут уже немножечко жестче, да, такие более неприятные. Что мы делаем дальше? Гофре. Вот если вы обратите внимание, я волосы уже все прогофрировала. Прогофрировала просто с целью экономии времени, потому что иногда это уходит до 40 минут, да, если у нас у девочка с очень густыми волосами, длинными, да, их тяжело разбирать, делить на зоны. Поэтому я уже их прогофрировала. Как мы гофрируем? Немножечко тоже пару слов, кто уже слышал, ничего страшного. Гофре я советую купить с маленькими, частыми, острыми зубчиками. Вот маленькое, частое и острое, это самое главное. Потому что я до этого работала на большом количестве гофре, да, разных фирм и разных ценовых категорий. И единственное, к чему я пришла, что они должны быть прям такими заломами, да, чтобы волосы становились жесткими. Нам нужна именно жесткость волос, чтобы мы вот так вот приподняли, видите, и прядочка держит форму. Потому что если мы будем также приподнимать прядочку на не гофрированных волосах, допустим, натуральных, мягких, да, никогда в жизни не окрашенных, еще помытых, допустим, с бальзамом, да, каким-нибудь засиликоненным шампунем с бальзамом, еще можно сюда добавить какой-нибудь спрей для легкого расчесывания, который тоже супер силиконовый, да, закрывает кутикулу. Тогда, когда мы вот так приподнимем прядь, она у нас тут же рухнет, и сделать что-то, да, как-то ее зафиксировать будет очень сложно. Вот зачем мы гофрируем волосы. Чтобы они держали форму, чтобы они более жесткими были, чтобы они держались друг за друга. Поэтому брать большой гофре, допустим, есть бэйбилисовское большое гофре, я видела, что многие на нем работают, у меня оно тоже есть, не имеет смысла, потому что в основном она дает мягкий такой рисунок полуволны. Ну, конечно, волосы немножечко распушаются, может быть, для объема и есть смысл его применять, но для структурных вот таких причесок, как сегодня будем делать мы, ну, это практически бессмысленно, они не будут вот именно заломаны, они не станут такими жесткими и сухими, насколько нам это будет нужно. Гофрируем мы сегодня по всей длине, да, до кончиков волос. Ну, я написала, что 5 сантиметров кончиков волос мы не гофрируем, потому что у нас волосы осветленные. Кто работал с осветленными волосами, знает, что кончики часто у нас
так, структура нарушена, они у нас и обрываются, и секутся, и мы, поскольку будем наши кончики сегодня вписывать в прическу, нам нужно, чтобы они хоть немножечко сохранили свою гладкость, да, и поэтому, если мы их сейчас прогофрируем, они распушатся, и мы подчеркнем весь вот этот вот пух, поэтому нам это не надо, мы их потом как-нибудь вылачим, и все, поэтому вот 5 сантиметров мы не гофрируем, но и также мы не гофрируем, допустим, только 10 сантиметров, да, потому что нам нет смысла в этой прическе гофрировать только 10 сантиметров, по той простой причине, что эти 10 сантиметров даже не попадут в рисунок нашей прически. Мы сегодня будем крутить узлы, и самая там растянутая, да, часть, самая такая красивая, объемная, у нас будет, получается, вот именно на второй половине волос, да, ну и не гофрированные кончики, поэтому по всей длине волос. Как мы гофрируем тоже, я все расписала, обязательно, чтобы у вас это было, потому что вроде бы кажется, когда смотришь, всегда все очень легко, ну, понятно, легко, и как бы пропускаешь мимо ушей, а потом, когда мне девочки начинают отрабатывать, да, вживую, просто за голову берешься, думаешь, господи, ну я же вроде бы только что объясняла. Обязательно гофрируйте волосы. Какой фирмы гофры у вас сейчас? Гофрировать волосы, я надеюсь, я уже ответила на этот вопрос, не буду повторяться. Да, обязательно, чтобы они жестче были. У меня сейчас фирма Dexp, я вообще брала в ДНС, стоит она рублей 500-600, в общем, случайно я купила ее, увидела, думаю, вроде маленькая гофре, попробовав, денег было не жалко. И в итоге все именитые плойки я отложила в сторону, они у меня лежат, сейчас даже я им не пользуюсь. И работаю с невестами только ей, очень и экономично, и чудесный у нее рисунок, очень мне нравится. Про гофре. Как мы гофрируем? Вот я написала, гофрируем тонкими прядочками, да, допустим, я сейчас отделю такую небольшую зону вот отсюда, буду гофрировать. Еще раз скажу, они у меня же прогофрированы, просто покажу, как я это делала. Мы берем тонкие пряди, полупрозрачные. Полупрозрачные, это значит, у меня сейчас прогофрированы, поэтому они кажутся более распушенными, но это значит, что мы видим нашу руку, да, то есть мы не можем взять вот такую прядь. А я это вижу очень часто. Берут и вот такой большой нет смысла гофрировать, я вас уверяю. Она, во-первых, не прогреет прядь, во-вторых, она ее больше сожмет, и будет очень выраженный рисунок сверху и снаружи, изнутри все будет голо, пусто. И еще, если вы возьмете такую прядь, жирненькую, сейчас возьму эту гофре, и не будете оттягивать, как это правильно, под углом 90 градусов, да, от головы, а, допустим, вот тоже очень часто вижу, поэтому говорю, вот так вот берут, оттягивают толстую прядь, то, когда вы будете вот так вот гофрировать, нижнее полотно лежит практически на голове и может обжечь кожу нашего клиента, а верхнее не доходит до корней сантиметра 2-3, и в итоге получается здесь вот такой большой-пребольшой залом. То же самое касается утюга, да, когда вот так вот выпрямляют. Поэтому, чтобы такого не было, нам залом здесь не нужен, и вообще нам нужно у корней, да, обычно там, особенно вот здесь, вот где мы будем текстуру тянуть, у корней прогофрировать. Мы берем тонкие пряди, оттягиваем под углом 90 градусов, потому что здесь такая же тема, как и в начесе. Если мы будем начесывать вот в таком положении, выше она не станет. Если мы будем начесывать в таком положении, она сама по себе поднимется. И то же самое с гофре. Чем больше мы сделаем этот угол, да, 90 градусов, а может быть и больше. Иногда даже при объяснении я говорю, оттягиваем на лицо, то есть мы еще больше делаем этот угол, гофрируем тоненькими прядями, да, вот так вот нажимая, и когда мы ее опустим, она у нас уже, эта прядь будет немножечко привставшей. И еще я написала, что в разных положениях, если у вас какая-нибудь маленькая плоечка или у клиента достаточно толстый волос, да, они густые, и вы гофрируете, а рисунка не видно, тогда что мы делаем? Мы берем вот эту же тоненькую прядочку, другую уже возьму, и, как я написала, начинаем в разных положениях держать. То есть 1, 2, 3, 4, потом меняем под 45 градусов вот так вот, и потом еще гофрируем вот так. То есть у нас получается сильно прогофрированные волосы под разным расположением, и рисунок тогда, как раз вот рисунок вафельки, как многие говорят, его не будет видно. Там еще... Сколько времени занимает прическа в день свадьбы, все нужно быстро, но мне кажется, невозможно за час. Нет, за час невозможно, это сложные прически, за час можно быстро рассыпуть, как мы говорим. Но это, ну как, я делаю сейчас прическу часа 1,5-2, но это сейчас. Когда я только начинала, года там 2-3 назад, я делала прическу и 2,5, и 3,5 часа. То есть это нормально, скорость нарабатывается со временем начинаешь понимать уже, только потихонечку соображать, где можно сэкономить. Поэтому за час...
знаете, быстро хорошо не бывает, такая поговорка, все должно занимать время. В общем, ладно, насчет этого мы поговорили. Также у вас написано, что мы используем полотно плойки 38 миллиметров. В принципе, вообще, эту прическу можно делать, конечно, вообще на идеально прямых волосах. Но если вы заметили, я немножечко подвела волосы. Сейчас в будущем расскажу почему. Потому что мы будем как бы их, ой, извиняюсь, закручивать, да. И чтобы у меня вот эти волосы не торчали вот так вот прямо как палки, немножечко плойкой прошлись, чтобы они чуть-чуть сменили направление. Поэтому брать здесь плойку 25 миллиметров и даже 32 нет смысла, будет вот такой вот завиток. А элементы у нас будут большие, да, то есть мы вот это вот узел или розу будем растягивать достаточно широко. И если у нас будет накрутка 25 миллиметров, у нас локон сам захочет идти меньшим шагом, и нам будет очень тяжело его растянуть. Поэтому на крупный диаметр просто чуть-чуть я подвила кончики, уже там за 2 часа, пока мы собирались, они немножко распустились, но ничего страшного, если что, в процессе чуть-чуть подовью. Так, следующий слайд можно тоже, второй. Так, деление головы. Начинаем мы классически, да, с деления головы. Что мы будем делать? Первое, что мы делаем, это отделяем зону челки. Челку мы сегодня будем ставить высокую, да, вообще мы ее будем ставить, плохо видно, лучше вот так, да? Не ко мне? Ладно, зону челки будем мы сегодня ставить вверх, вообще первый раз за все онлайн-мастер-классы, поэтому я думаю, будет очень интересно. Потому что чем выше челка, тем выше смотрится у нас в итоге весь рисунок прически, да. То есть если клиент не хочет, чтобы у него очень высоко смотрелась прическа, к примеру, часто бывает такое, что девочки высокого роста, а жених, допустим, невысокого, но они хотят прическу чуть-чуть повыше, да, допустим, чтобы фату под нее, так сказать, закрепить. Вот если не хочется визуально еще ее увеличить, конечно, мы можем сделать здесь волосы и по проборчику, да, так как мы делали, допустим, в среднем пучке убрать, и все. Но высокая прическа подразумевает все-таки поднятую челку, поэтому сегодня уж, думаю, никто не расстроится, будем делать именно высокую челку. Поэтому что мы делаем? Выделяем сначала всю окололицевую зону. Я обычно выделяю по пальчикам, объясняю, да. Вот 4 пальчика ставим и такой вот скошенной немножечко линией за ушко, да, то есть не прямой пробор к уху, а немного вот сюда за ухо увожу эту линию, выделяю нашу зону около лица. С этой стороны у вас там написано как раз 5-7 сантиметров, да, то есть 5-7 сантиметров у нас как раз должна быть зона нашей челочки. Я возьму, сразу заколю, чтобы мне потом не путаться. Что там еще? Наташа, скажите, пожалуйста, бывает, что волосы длинные, но поломанные по всей длине. И когда закручиваешь узел, мелкие поломанные волосы как бы торчат и издают грязь. То есть, ну, мы сегодня весь день у нас этому посвящен. Мы будем что с ними делать. Но бывают такие волосы, что там такой подшерсток, что ничего не сделаешь. Еще волосы жесткие, толстые. Ничего, от модели очень многое зависит. Но я сегодня не выбирала специально модель. Здесь у нас тоже, если видите, начиная отсюда примерно волосы ломаются. Но ничего страшного, такой более живой пример. Не выбирали модель с идеальными волосами, да, у которой все длинные. Так, здесь я сделаю то же самое. Немножечко за ушко. И заколю. Раз, закололи. Обратно верну. То есть 7 сантиметров сверху мы закололи. Теперь нам нужно вот все вот эти вот волосы, да, по окантовочной линии со всех сторон выделить 3-4 сантиметра, вам тоже написали на слайде, это окантовочные волосы. То есть мы сейчас будем вот из этих волос, которые в середине, делать хвост. Да, высокий, а вот этими волосами мы потом будем достраивать форму прически, поэтому здесь она должна быть на толщину обычной пряди, да, накрутки, тоже почему-то часто очень я вижу, поэтому тоже уж извиняюсь, но все ошибки проговорю, да, обязательно, делают вот такой вот хвост, а здесь оставляют не то что 3-4 сантиметра, а сантиметров 10-15, конечно, вот такую вот прядь потом уложить достаточно тяжело, поэтому обращайте на это внимание, вот если написано, да, на толщину прядь, ну, грубо говоря, 2 сантиметра, ну максимум 3 это вообще максимум, то есть уж волосы очень редкие, мы оставляем по бокам.
То есть мы так в серединочке делаем такой кружок, да, основа нашего хвоста. Так, вот здесь вот можно посмотреть, как раз-таки, да, вот 2 пальчика осталось, чуть больше, 3-4 сантиметра. И с другой стороны то же самое. Все, проверили, со всех сторон волосы есть. И обязательно смотрите, чтобы волосы были и вот здесь тоже, потому что иногда бывает, как-то так забирают вот так, что здесь, допустим, нет вообще волос, а мы же здесь тоже должны будем сбоку прикрывать, текстурку вытягивать, поэтому, пожалуйста, за боков не забывайте тоже 3-4 сантиметра, я сейчас еще полсантиметрика срежу, да, чтобы у меня здесь погуще было, обязательно здесь волосы должны быть. То есть обычно внизу много оставляют, а с боков мало, а должно быть все примерно одинаково, да, что с боков, что снизу. У нас волосы должны быть, нам так легче будет работать в будущем. Здесь тоже сантиметрик срежу, чтобы не допустить ошибку. И теперь после этого вот из этих всех волос, которые у меня в руке, я должна сделать высокий хвост, который будет определять высоту, ну, положение моей прически. Я внизу беру, закалываю волосы, чтобы, если что, я могла их опустить и потом 20 раз не выделять все то же самое. Все со всех сторон все подзаколола. И теперь беру резиночку. Можно, конечно, не знаю, все разными работают. Можно взять какую-нибудь просто такую резинку. Нам, по сути, сейчас нужно будет сделать просто высокий хвост. Я сейчас вам покажу, как делать через денежную резинку, да, потому что, когда вот этими резинками берешь, вот этот хвост вот вытягиваешь, потом второй раз, можно зацепить, и человеку будет тяжело, и вообще тяжело достаточно контролировать это все. Поэтому проще держать одной рукой, а второй вокруг хвостика обматывать. В каком положении мы делаем, собственно, наш хвост? Вот у вас, в принципе, тоже, думаю, видно на слайде. Самое главное в высокой прическе – это вот как раз-таки основа, потому что вот и раньше я не могла это понять вообще никак, потому что либо я заваливала форму, да, и у меня пучок получался очень-очень низко, некрасиво это было, либо там в следующий раз я уже так наученная, так сказать, на своих ошибках думала, ага, у меня он завалился, сделаю-ка я его вообще вот здесь, вот, да, максимально высоко, насмотришься там некоторых картинок, и у некоторых такая форма головы и такой угол наклона у модели на фотографиях, что кажется, что он очень высоко, и сделаешь вот так, и опять получается не очень. В общем, вот этот вот такой момент, он достаточно скользкий и очень-очень важный. Так на каком же месте мы, собственно, делаем наш этот хвост? Вот если мы возьмем нашего клиента, я сейчас немножко распущу волосы, и ее природный вот этот проборчик пальчиками разложу до самого низа, докуда я смогу, вот здесь, то всегда будет место, где волосы закручиваются по спиральке. И это место, если его так относительно всей головы потрогать, оно всегда немножко приплюснуто. Эта зона в народе называется зона макушки. Так вот, вот в этой зоне макушки, учитывая, что у нас перпендикулярная, да, вот здесь, вернее, плоская достаточно получается зона, перпендикулярно ей мы будем делать хвост. Если смотреть с этой стороны, да, на клиента, тогда у нас направление нашего хвоста должно быть по диагонали от подбородка, если клиент у нас смотрит вверх. Всегда смотрите, чтобы клиент смотрел вверх, смотри вниз, пожалуйста, вниз. Вот, допустим, вы пришли к клиенту, да, домой в 6 утра, она вас видит вообще первый раз в жизни и не особо хочет с вами разговаривать, ну или просто не проснулась, да, или стесняется, вы, ну, все-таки посторонний человек, и она, скорее всего, будет все утро сидеть в телефоне, однозначно. Поэтому, если вот она сидит в телефоне, да, и вы ей сделаете вот здесь вот, там, допустим, хвостик, и потом она голову поднимет, прическа уедет, она встанет на каблуки 15 сантиметров, и прическа вообще улетит, и еще там узлы не так сделаны, не в том направлении, но это в будущем, и у вас будет форма заваленная, поэтому всегда смотрите, чтобы клиент смотрел максимально прямо, естественно, потому что некоторым клиентам говоришь, поднимите голову, и они начинают сидеть вот так тоже нехорошо, абсолютно естественно, как вот она будет смотреть на жениха, да, на своего и на своих гостей.
Вот. И вот в этом положении по диагонали от нашего подбородочка должен идти наш хвост. Какой еще момент? Этот хвост обязательно должен иметь талию. Что это значит? Это значит, что мы не можем взять этот хвост и сделать его на самой-самой макушке, вот здесь. У нас вот здесь вот есть анатомический спад, да, вот если положить расческу, видно, что волосы начинают немножко здесь спадать. Так вот, они должны начать спадать. И еще мы этот анатомический спад подчеркнем челкой, да, у нас челка здесь встанет, а потом начнет спадать, и вот оно будет спадать по анатомической точке, а потом должен пойти, собственно, уже наш пучок, поэтому обязательно, знаете, как можно делать, находить вот эту точку, где она спадает, на сантиметр ниже опускаться, и вот здесь, получается, будет хвост, то есть вот вам практически все ориентиры, по которым, ну, как бы ориентируюсь я при построении хвоста. Сразу я себе уже подготовила денежную резинку с нашими невидимочками. Денежная резинка эта должна быть достаточно мягкой, потому что если вы возьмете супер новую, такую жесткую, вам может быть тяжеловато с ней работать. Поэтому смотрите, чтобы она немножечко, да, ну, потянулась у вас хотя бы сантиметров на 10, вам тогда будет проще. Просто две невидимочки я с одной и с другой стороны одела. И теперь я буду вычесывать, ставить руку вот в это место, где у меня будет хвост, да, то есть я не буду вот сюда все счесывать, а потом стараться это поднимать. Нет, я должна изначально все счесывать в эту точку. И потом будем крепить все это невидимочкой, вернее резинкой на невидимках. Так, берем, подсчесываем. Все, что тут с боков, какой-то пух, петушки, да, не бойтесь, ничего это видно не будет, абсолютно все это перекроется миллион раз. Поэтому сейчас себе чуть-чуть модель поверну, как мне удобно, и все счешу повыше. Но вы не переживайте, никакой тут идеальной чистоты быть не должно, главное, чтобы ничего вот так вот сильно, да, не торчало. Так. Не больно? Нормально все? И обязательно спрашивайте, вот приходит девочка, приносит фотографию, спрашивайте, а вы вообще хвосты носите? А вы вообще знаете, что это такое? Потому что высокая прическа, вот мы сейчас должны достаточно туго, да, затянуть наш хвост. Если она никогда не носит хвосты, как я, да, как я все время говорю, как я, то ей может хватить 1 часа, чтобы у нее голова болела так, и вы ничего не сделаете, просто тогда выбирайте другую прическу, но всегда спрашивайте, потому что, как бы, если это будет, ну, я так считаю, что это вы будете виноваты, да, ну, или я была бы виновата, если бы у меня такое случилось. То есть вот у нас анатомический спад, и чуть-чуть повыше еще сейчас будет хвостик. Вот где-то вот так, видите, 5 сантиметров у меня будет макушка, ну, 7, здесь уже начинает немножко сходить, и сейчас я буду делать хвостик. Так, как сделать лучше, чтобы было видно? Так видно нормально? Да? Или могу повернуть? Вот так, да? Еще? Так, нормально. Все. Вы тоже, если где-то что-то там вдруг видно, не видно, пишите, пожалуйста. Вроде стараемся, чтобы всем было видно. Я просто иногда могу забыть, заговориться. Если что, пишите. Так, в общем, повыше поднимаю я хвостик. Еще повыше, да? Но не в самую высокую точку, иначе он будет у нас квадратный, если мы его вот здесь вот сделаем в самой высокой точке. Берем наши невидимочки, извиняюсь, что зубами, так мне, к сожалению, удобнее. Засовываю одну из невидимочек в наши волосы под основание будущего хвоста, придерживаю ее пальчиком, чтобы она не выпала, и начинаю как бы крутить против часовой стрелки. Я всегда все кручу против часовой. И не только я, многие. Так, сейчас такой ответственный момент, поэтому извиняюсь. Так, видите, я натягиваю, раз, пальчиком сверху придерживаю. То есть я резинку не просто опускаю, у меня палец ее придерживает. Сюда я беру эту резинку, хвостик переворачиваю, чтобы мне... И еще, да, кружочек. Не туго? Терпимо. И еще, и я чувствую, что я могу еще. Опять же, да, чтобы у меня не было слабо, чтобы у меня не сползло. Вы можете это делать силиконовыми резиночками. И теперь раз, и я раз
То же самое вниз опускаем. Не больно? Точно? Так, вот это вот у меня немножко перегнулось. Возьму ее раз и спрячу. У меня ее не будет видно. Чуть-чуть ее подвытяну. Все это потом закроется. Вот у нас должен быть примерно такой хвост. То, что я говорю, лучше с этой стороны, то, что я говорю, то, что здесь петушки или что-то другое, это не обращайте внимания. Здесь еще будет валик, и мы и по положению хвоста, и все остальное еще обязательно изменим. Что мы делаем дальше? Дальше после этого, особенно когда резиночка, допустим, мягкая у нас, я, чтобы она не дергала постоянно хвост, беру его и вот так закалываю, чтобы он мне не мешался, чтобы он резинку постоянно не дергал. И теперь мы будем делать, начинаем собирать наш пучок с зоны челки. Убираю я все мои заколочки. Так, наверное, можно включить уже следующий слайд. Ага. Вот, зоны челки и боковые пряди. Сейчас я вам объясню первый рисунок, что я хотела сказать, и второй. Зона челки. Как мы определяем, где у нас будет зона челки? Мы смотрим на клиента прямо, да, либо через зеркало, либо обходим, если это невеста, да, зеркала рядом нет. Находим самые наивысшие точки, точку излома бровей, да, слева и справа. И по этим вот линиям, то есть поднимаем вверх и параллельно друг другу эти линии вот так вот ведем. И, собственно, по этим линиям мы отделяем наш прямоугольничек. Можно отделять зигзагом. Зигзагом, чтобы вот здесь вот было потом у нас такое направление, ну, более структурные волосы. С одной стороны я отделила. Извиняюсь, может, вам не будет очень видно, но я так поверну и отделю с другой стороны. То же самое по бровкам зигзагом. Всегда я обычно через зеркало смотрю. Если вот так вот смотреть, так, поверну, вот так вот расслабленно, не видно, где проборы, непонятно, посередине или нет. Я всегда достаточно туго вот так вот затягиваю, извиняюсь, и смотрю, где у меня, собственно, мои проборчики. Тоже, если у вас это клиент без зеркала, да, дома, допустим, вы обязаны обойти со всех сторон. Вот здесь вот я вижу, что еще чуть-чуть пониже. Ну, примерно вот так. Это зона моей будущей челки. Она у меня сейчас прямоугольная, но прямоугольную челку я сделать не могу, да. Что же мы делаем? Нормально, да, видно? Что же мы делаем? Мы сейчас будем срезать, вот здесь вот у нас у людей обычно глубокий рост волос, да, вот у Алены не очень он глубокий, все как бы нормально здесь, но бывает, что прям, знаете, такие как будто залысинки у девочки. Вот нам нужно их прикрыть, мы всегда отпускаем сантиметр сверху и по периметру для того, чтобы прикрыть, да, чтобы вот мы подняли челку и, не дай бог, наоборот, не оголить это все. Потом вот эти волосы выпущенные мы обязательно еще начешем, да, они у нас прогофрированы обязательно, чтобы казалось, что от корней волос очень-очень много, просто неприличное количество. Поэтому я с одной стороны так делаю и обхожу, делаю то же самое с другой стороны. Немножечко срезаю как будто угол. Вот таким вот образом. Тоже здесь зигзаг и здесь зигзаг. Поровнее сделаю. Не очень удобно. Ну, надеюсь, пока все понятно. Если что-то непонятно, у вас всегда есть возможность, кто в прямом эфире смотрит, задать вопросы. Если кто в записи будет смотреть, то потом задавайте вопросы. Потом вот эти вот все бока я беру и закалываю. Опять же, да, чтобы у меня потом не попало случайно туда. С одной стороны, заколола с другой. И теперь буду я укладывать, собственно, нашу вот эту челку. Челку я буду укладывать и крепить к основанию хвоста. Да, прям к хвосту, для того, чтобы она у меня поднялась, и вот здесь вот у хвоста закончилась. Ни здесь, да, нигде, никакого расстояния между хвостом и нашей челкой быть не может. Не надо так делать. Вот. Эту челочку я уже прогофрировала, да, но у меня, у Алены пробор посередине. Если я начну укладывать мою челку одной вот такой вот прядочкой, то этот пробор может вот здесь вот распасться. Поэтому я возьму и чуть-чуть подчешу горизонтальными проборами назад. Проборы я беру на толщину начеса. Толщина начеса у нас 1 сантиметр, да? То есть тоже толстыми передями не надо это делать.
сантиметр, раз, и я сантиметрик от корня головы подчесываю. В одну сторону могу увести. Куда? Сюда? Наоборот. Берем следующий сантиметрик. Чего? Еще? Еще туда? С другой стороны. Так, беру еще 1 сантиметр. Чуть-чуть у меня смешался с предыдущим. Пудру в корне. Пудра она нам нужна для того, чтобы волосы друг с другом лучше сцеплялись, и начес держится намного лучше. После того, как я подчесала, всегда беру вилочку и вычесываю бочка, да, чтобы у нас петелек никаких не было. С одной стороны и с другой. Берем еще 1 сантиметр. И вот так, сантиметрик за сантиметриком, мы подчесываем нашу челку, чтобы вот этот вот пробор посередине у нас не читался. То есть мы счесываем как бы волосы вместе. Скажите, на каком этапе в этой прическе крепить диадему? Хороший вопрос. Наверное, после челки и после боковых прядей. Сейчас увидите, почему. Зависит от диадемы просто. Обычно, когда приходит у нас клиент с диадемой или с короной, или вообще с любым украшением, сначала мы его приглашаем на консультацию, чтобы прикинуть, в какие точки, да, где будут точки крепления. Потому что в точках крепления как раз-таки и будет заключаться ответ. То есть если это будет где-то в определенных точках, там за ушками, то сначала вот в этих точках мы ничего не делаем, мы крепим как раз диадему на максимально готовую прическу в других точках. И потом уже прикрываем эти места. Понимаете? Здесь как бы такой смысл, скажем так. Поэтому я вам так не могу сказать, это надо переставлять. Если получится, что у нас точки крепления заходят в боковые пряди, то сначала, допустим, челку, потом диадему, потом боковые пряди. Если у нас крепление будет заходить именно куда-то в зону узлов пучка, тогда мы сначала все делаем бока, потом украшения, а потом вот эти узлы. То здесь уже надо придумывать и сочинять. Так же, как с фатой, потому что многие люди думают, что у нас врожденное чувство укрепления аксессуаров и фаты. Но, к сожалению, я вообще никогда в жизни ни разу нигде не видела курсов по аксессуарам, по креплению фаты. Вот, я все вычесала. Вычесываю здесь волосы. Видите, все петельки я подвычесала. И сейчас это все уберу, да, чтобы мне случайно вот волосы этого пуха не, как сказать, не заколоть случайно. Почему-то, когда я делаю начес на челке, а потом тяну ребра, получается грязный, внутри видно начес. Я делала начес сантиметр. Сантиметр это вот столько, это толщина одного пальца. Как только вы сделаете начес 3 сантиметра, естественно, когда вы будете тянуть структуру, внутри будет видно. То есть, видите, вот я сейчас буду как раз-таки все это просматривать и вычесывать. Вообще, в идеале не начесывать волосы. Конечно же. Но если вот у вас такой же пробор, да, такой, который годами уже рассыпается в середине, это бывает просто невозможно. Поэтому я подчесывала. Но обычно, я стараюсь не подчесывать никогда. И вообще всегда на обучении говорю, что мы все структурные элементы не начесываем. Но во всех правилах, как говорится, есть исключения. Что дальше? Перед тем, как что-то тянуть, как что-то крепить, мы всегда смотрим на то, что у нас в самом верхнем слое и по бокам. И это наши вот эти любимые
или нелюбимые кому-то подшерстки. Вот если их игнорировать и просто взять и начать тянуть тут что-то, да, в таком большом количестве, тогда, конечно, челка будет грязная, особенно если ее потом сразу каждый этап фиксировать лаком близко, да, в большом количестве, это будет очень-очень грязно. Поэтому что мы делаем? Я использую и работаю на Redken. Куда его показать? Я думаю, многие знают, что такое Redken. Это спрей-воск. Этот спрей-воск, он со степенью фиксации. То есть я сейчас буду распылять на прядь, и тут же я буду прочесывать расческой. Но при этом, конечно, спрей-воск нужно использовать очень-очень аккуратно, но им можно переборщить, тогда прядь будет такая, знаете, липкая, особенно если вы вблизи немного распылите, вы потом не вычешете его. Но вот такой спрей-воск в таких, по крайней мере, случаях лучше, чем, допустим, Осис, да, блеск. Я просто себе купила. Вот этот блеск Осис, и на него тоже можно вычесать, очень хорошо вычесывается, он очень хорошо снимает тоже лак с волос, но они после него очень мягкие. И сверху, так сказать, зафиксировать лаком прядь достаточно проблематично. То есть, если вы прочесали на Осис прядь, если вы хоть чуть-чуть переборщите, то прядь напитается им, а он как будто масляный. И весь лак, который сверху будет попадать, он уже не будет впитываться, да, в кутикулу наших волос. То есть они останутся мягкими до конца, и прическа может, ну, если это собранная, она, конечно, не развалится, но рухнет, да, немножечко так подышит и опустится. С Redken такого не случится. То есть он со степенью фиксации, он также вычешет нашу прядочку, но при этом она будет сохранять форму. Если мы после него будем работать лаком, это все будет вполне себе нормально. Поэтому будьте аккуратны. Очень хорошая вещь, ну реально, но не для таких случаев. Хорошая вещь, вот мы сегодня на него будем кончики немножечко вычесывать, когда нам нужно именно мягкость волосам придать, чтобы они друг от друга отделились, рассыпались. А вот именно структурные элементы вычесать лучше, конечно, на Redken. Поэтому я ставлю руку в центре, да, где я буду крепить челку. Сейчас так немножечко неудобно, но ничего страшного, самый такой неудобный момент в прическе. После этого я могу взять хвостик и немножечко свою челочку приподнять в тех местах, где мне надо, ну, форму ей задать. Я вот обойду, потому что у меня зеркала нет, мне нужно видеть, как она у меня лежит. После этого мы берем наш Redken, как я уже сказала, на расстоянии, ради бога, не вблизи, потому что некоторые покупают и жидкий лак, и вот такие вот средства работают практически вблизи, и потом говорят: ой, нет, это плохое, да, плохое, не могу на нем работать, все грязное. Конечно, грязное, потому что везде написано, что нужно на расстоянии, не знаю, здесь не написано, ну, может, написано не на русском языке, но на лаках всегда написано 20-25 сантиметров. Вот, вот представьте, что листок бумаги, я всегда сравниваю, формата А4, это 30 сантиметров, то есть это достаточно много, да, вот примерно чуть-чуть поближе, на таком расстоянии, то есть не вот так, пожалуйста. Вот, мы начинаем распылять по направлению роста волос, не вот так, да, никак, по направлению роста волос, то есть от корней вверх, как мы будем потом вести расческу, мы начинаем его распылять, чуть-чуть, но на расстоянии. И потом верхний слой волос я начинаю, видите, вычесывать. Я могу вот здесь вот поставить себе шпилечку, рядышком. Видно, да, ее? Хорошо. Чтобы у меня волосы не съезжали. И начинаю все это дело вычесывать. То есть я могу уже отпустить прядь, не держать ее, да, тут бояться. Чтобы у меня вот эти все подшерстки улеглись в основную массу волос. Иначе о чистоте прически мне можно будет забыть. И вот я стою и вычесываю, грубо говоря, все это до бесконечности. Пока я не убежусь полностью, что у меня все волосы вчесаны. Вот здесь вот по бокам, то, что зона уйдет вперед, я сразу понимаю, вот это вниз уйдет, то есть я рукой, а вот это вниз не уйдет, это мне надо вчесать. То есть, да, не оставляйте что-то посередине торчащее, чтобы потом вверх уложили чисто, низ уложили чисто, а что-то посередине здесь торчит, потому что вы об этом забыли. Мы должны в голове держать все наши прядочки. Я могу еще чуть-чуть взять его. Вот с этой стороны, у меня там самый такой пушок, и еще раз пройдусь. Видите, вот этот Redken, он как бы вклеивает волосы, но при этом они остаются рассыпчатыми. То есть, если бы мы сейчас это делали на обычном лаке, каком-то сильной фиксации, у меня бы челка стала куском. Я бы вклеила весь этот подшерсток, но я бы не смогла тянуть как бы ребра.
А здесь они у меня и вклеены, но при этом достаточно и блеск, да, у них такой у волос симпатичный, и они достаточно такие подвижные. Раньше мы работали вместо спрея воска Redken Лонда единичкой, поэтому если вдруг в вашем городе нет, да, или дорого, я, как понимаю, вообще большая проблема, даже у нас его нет, тогда купите Лонда единичка, только смотрите, чтобы на этой Лонде единичка не было такой надписи UV, потому что это новые формулы, они уже... В общем, после этого я вычесала всю нашу челочку, и теперь я буду, собственно, тянуть ребра. Как я это делаю? Я сразу запасаюсь каким-нибудь лаком слабой фиксации, потому что если я подтяну одно ребро, зафиксирую сильной фиксацией, по бокам у меня все это уже станет куском, и я уже ничего не вычешу. Слабая фиксация. Это моя любимая Лонда, двоечка или единичка, да, у меня сейчас двоечка в данном случае, она чуть-чуть посильнее единички. Или, если нет Лонды, у нас в городе уже исчезает такая Лонда, везде красный вот это UV, он очень сухой, уже плохой лак, тогда покупайте Осис, но он дороговатый, почти 900 рублей стоит. Но этот Осис, он как бы не лак, вот есть лак, знаете, серебряный Осис, он не подходит, он тоже суховатый. Вообще это называется Volume Booster Spray, то есть спрей для объема, для текстуры такой. Но я его использую как лак, потому что он со степенью фиксации. На каком сайте выгодно? Вот я не знаю, на каком сайте. Вообще мне говорили, что выгодно на Озоне, но когда я зашла на Озон, я искала старую Лонду, я искала красный Осис и искала Redken, не нашла ни то, ни другое, ни третье. Может, я такая везучая, но я сама такая, да, по жизни не очень везучая. Вот, поэтому, не знаю, мы покупаем, так сказать, у перекупов за 1000 рублей, но я знаю, что можно купить, если в Москве где-нибудь, там, в каком-нибудь Марьиной Роще, думаю, рублей за 700, а то и дешевле. Поэтому, к сожалению, не подскажу. Если бы знала, бы, конечно, бы сказала. Что мы будем, собственно, делать с нашей челкой? Сначала мы будем тянуть центральные пряди. Я придерживаю немножечко левой рукой и начинаю тянуть не там, где я держу, да, и даже не в середине, а больше вот здесь. У меня будущая форма прически, вернее основание, да, должно быть овальное, вытянутое в зоне челки вперед у корней и вытянутое снизу у корней. Поэтому даже не в середине, а ближе к основанию. Я беру прядочку, отщипываю ее от самого верха, и теперь я как бы отщипываю от нее еще. Видите, она мне должна быть такая полупрозрачная, буквально. И это я еще делаю, я говорю, больший объем я тяну ближе к корню. Вот я ее вычесала, к примеру. У меня как к ней подойти? Если мне нужно еще снизу, я еще снизу могу. Вот я ее подвычесала. После этого я ее должна зафиксировать и вгладить, вот видите, может быть вам видно, я надеюсь вам видно, вот здесь вот такие вот пушочки. Я беру лак слабой фиксации. У меня, ну давайте сегодня Осисом поработаю, потому что он немножечко с блеском внутри. Чуть-чуть фиксирую ее и расчесочкой выглаживаю, или пальчикой можно, наши вот эти вот волоски. Голову повыше? Вот так. Лучше? Угу. Сейчас, пожалуйста, так. Чуть-чуть потерпеть. Щелочку быстро, надеюсь. Вот, наша первая центральная прядь. Потом я вам не советую здесь частым шагом. Лучше вообще, знаете, иногда сейчас и три ребра вытягивает, я все смеюсь, ну, как по-хорошему. Потому что я всегда все мельчу, да. Я говорю, ну, у меня и почерк мелкий, я вообще такой человек немножечко. Но вы можете делать это реже. То есть не через сантиметр, а хотя бы через 3, да, сантиметра. Вытягиваем также, с поверхности отщипываем еще одну прядочку. И ее еще, да, вот подтягиваем. И вот эту прядочку я вам советую уже немножечко изменить ей направление. Мы, кто вот смотрит онлайн-мастер-классы первый раз, мы всегда говорим о том, что в прическах не должно быть прямых линий. Любая прямая линия прическу сразу убивает, да, ну, практически. Там есть, конечно, исключения, поэтому мы всегда стараемся всем линиям придать S-образное такое направление, да, либо как сравнивают с фигурой женщины, да, то есть у нее должна быть такая очерченная талия, и чем больше вот эти вот размах объемов, тем красивее. Поэтому, когда я говорю то, что нужно придать какой-то изгиб этой пряди, я всегда имею в виду, что вот здесь вот ближе к основанию я ее всегда подтягиваю к центру. А вот здесь вот немножечко она у меня в S, как доллар, да, превращается, либо в линию полувосьмерки я еще, это так выражаюсь, ну не только я. Поэтому вот мы немножечко ей придали пальчиками направление и фиксируем нашим, опять же, лаком достаточно сильной фиксацией.
Раз, залачили. После этого я должна буду потянуть бок и еще вот тут, наверное, одну прядочку. Что касается бок мы всегда во всех объемах тянем вниз. Вот смотрите, я чуть-чуть потянула вниз, надеюсь, видно? Да? Чуть-чуть сюда. Вот, чуть-чуть потянула вниз. Хорошо? И она у меня стала уже не квадратной, а такой полукруглой, да, опять-таки вот эти вот все мягкие-мягкие линии, о которых мы говорим. Поэтому я ее тяну вниз аккуратненько и опять же, знаете, отщипываю от нее вот практически полупрозрачную. И вот, я сейчас ее сразу фиксировать не буду, потому что если я здесь зафиксировала, здесь в середине будет сильно залачено, поэтому я посерединке опять же беру еще какую-то прядь, и ее уже и не вверх, и не вниз, а куда-то в бок, да, то есть это идет вверх, это у меня полуизогнутая, а это и не туда, и не сюда, вот чуть-чуть мы ее. Она вроде вверх особо не смотрит, а вроде бы вниз уже так не наклоняется. Берем, и после этого мы все это дело фиксируем двоечкой моей. Раз, и пальчиками обязательно тоже, я иногда вижу девчонки, знаете, делают, но не со зла, вот рука опущена, и они вот так вот что-то тынь-тынь. Не надо так делать, мы должны, наши руки как бы как расческа работают, они вглаживают, они очерчивают еще эти линии, они их обозначают, поэтому учитесь как бы чуть-чуть попшикали, да, как я говорю, так плохо говорить, распределили лак, и чуть-чуть пальчиками ее раз, и все. Она уже имеет какую-то форму. Всегда мы можем на этом этапе воспользоваться шпильками, я думаю, уже многие знают, работают ими. То есть я тоже в ребро не вставляю, просто рядышком немножечко обозначить направление, да, чтобы она не упала. После этого, поскольку с этой стороны я уже ничего не буду дотягивать, я могу взять еще лак сильнее фиксации, да, это уже двойка. Еще зафиксировать эти ребра. Или можете взять силуэт. Вот силуэт черный, он очень сильная фиксация для аэрозольного лака, но он немножечко дает напыление. Поэтому, если у вас девочка с черными волосами или с натуральными некрашенными, я не советую работать силуэтом, поскольку у вас, скорее всего, будет такое немножечко напыление на прическах. Но на блондиночке можно. То есть я сейчас немножечко зафиксирую сухим лаком, да, силуэтом, но если бы это у меня была брюнетка, я бы сразу взяла и зафиксировала бы жидким лаком. Жидкий лак, тоже кто вдруг не знает, это вот такой вот черный силуэт, его ничем не заменить, мы работаем вот только на нем, то есть это лак самой сильной степени фиксации, он жидкий, потому что он как водичка, силуэт черный, такой он называется, жидкий лак. Так, теперь я должна буду уже повернуть. Или мне лучше это обойти? Как лучше? Обойти, да? Повернуть? Вот так? Ага, так видно? Все. И начинаю то же самое делать с другой стороны. Серединная прядь у меня уже в серединке стоит. Я начинаю бок. Кто уже помнит, в середине вверх, бок чуть-чуть изменяем направление. То есть я отщипываю сверху прядочку. И немножечко вот ее, получается, чуть-чуть утрирую вот здесь вот к центру, видите, чтобы она имела такое направление. И все волосики должны быть параллельно друг другу. Вот я ее подвытянула. Лучше, конечно, ее сразу чуть-чуть зафиксировать. Только пока не черным силуэтом, да, потому что, ну или это Шварцкопф, может быть, голубой. Не Шварцкопфом черным, не Шварцкопфом голубым и не черным силуэтом Шварцкопфом, а чем-нибудь слабым фиксацией, как я уже сказала, это может быть Лонда или Осис. Подтянула, иначе если мы здесь распылим лаком, сильной фиксацией, у нас здесь куском встанет, мы не вытянем. Вот здесь у нас порядочка чуть не потерялась, я ее всю счесываю. И начинаю тянуть, как обычно, вниз, да, то есть, как я сказала, бока у нас должны смотреть вниз. Все бока объемов у нас всегда смотрят вниз. И посерединке будет что-то не туда и не сюда. Все то же самое. Сюда. Вот так. Еще. Вот так, да? Угу. Хорошо. И посерединке то же самое, не туда и не сюда. То есть она у вас тоже на конце должна быть такая тоненькая. Знаете, я вот прям 2 прядочки прям буквально от нее вытягиваю. И тоже сначала лаком небольшой фиксации.
низ кладем. Нижние вот эти вот волосы можно взять и шпилечкой вообще иногда даже подприжать, да, чтобы они вниз смотрели. Обязательно фиксируем все это. Сейчас я посмотрю спереди, потому что у меня нет зеркала. У меня должна быть она симметричная. У меня вот чуть-чуть не хватает, как бы, самая большая точка объема должна быть в центре. Я сейчас чуть-чуть ее подтяну. Вот если вы тянете, а она вдруг цепляется с другие волосы, возьмите просто хвостик и аккуратно вычешите, чтобы она параллельно была. Все. И теперь я беру силуэт, да, черный, сухой аэрозольный лак. И он достаточно сильный, я им, опять же, все формирую, доформирую, как мне надо. И после этого обязательно и всегда, иначе все рухнет, мы все это закрепляем силуэтом. Как лучше. Черным уже жидким лаком. Жидкий лак, как я сказала, он сильнее фиксации. Дую я, чтобы немножечко глянцевость убрать, ну и чтобы быстрее лак подсох. Так, я все сделала. Вот она моя челочка. Эту челочку мне теперь надо заколоть. Сейчас мы найдем ракурс, чтобы вам было видно. Как лучше вот это место? Еще? Угу. Так. Еще? Нет, я говорю, как мне лучше повернуть, чтобы было видно. Вот здесь вот. Я сейчас... Еще? Так. Вот так, да? Ага, все. Беру я невидимочку. Ну, большую возьму. Так. И вот здесь вот, как она у меня в бок идет, я ее здесь просто сейчас так и буду крепить рядом с хвостиком, под хвостик. Так. Просто невидимочку. Прижимаем. Я сейчас, знаете, вам советую чуть-чуть вот вверх подать ее, потому что вы можете иногда прижать, и она немножечко спадет. На себя. Лицом. Я не понимаю, вы скажите. А, это камера? А, я думала верхняя. Ну все тогда. Так, да? Все. Чуть-чуть ее подаю вот сюда. И невидимочкой под хвост сюда уходит, чтобы она не затянулась. После этого здесь можно что-то дотянуть. Иногда бывает, что оно немножечко зажевывается. И после этого обязательно берем наш жидкий лак и вот в это место близко-близко специально распыляем, чтобы там было мокрое, чтобы это засохло куском, чтобы ее челка, как бы она ни танцевала, никуда у нее не делась, да? Что мы делаем дальше? Мы дальше начинаем убирать нижние пряди. Для этого мы сначала уберем вот эти волосы и волосы хвоста. Вообще, ладно, эти нам, ладно, тоже мешают. То есть мы их должны немножечко поднять, потому что мы сейчас нижние волосы будем крепить прямо под хвост. Вот сюда я в бок убираю. Ладно, эту прядочку тоже сейчас выну. Такая. В бок просто ее уберу. Не буду вверх поднимать, чтобы она нас не смущала. Вот так. Это вот так. И теперь немножечко у меня тут уже ушло. Теперь я буду убирать наши самые нижние волосы. Челочку, как у вас нарисовано в раздаточных материалах, мы тянем ближе к корню, а здесь у нас внизу должна такая форма получиться, тоже, наверное, видели, тоже не вытянутая прям в одной точке, а более квадратная такая. То есть она у нас должна быть вот в этой части тоже такая продолговатая. Вот такая вытянутая квадратная линия, не треугольная, да, скажем так. Надеюсь, понятно, о чем я говорю. Поэтому мы убираем
выбираем наши нижние прядочки, тоже не горизонтально, не вертикально, а чуть-чуть по диагональке. Вот так вот убрали. Тоже я могу сразу все это заколоть, чтобы мне не мешалось, да, то замучаюсь потом. Лучше, конечно, знаете, я сейчас заколола так, закалывать шпильками, потому что шпильчики заломов не оставят, а вот эти вот заколки оставят. Одну часть, вторую часть. И вот эту вот часть, задние волосы, мы делим пополам. Можно, конечно, иногда, когда волос совсем нет, и это одной прядочкой, но в основном мы делим пополам. И сейчас будем закалывать одну прядь, да, прям к основанию хвоста, и вторую прядь. Что мы сначала должны сделать? Вот я отделила одну половинку. Нормально все? Отделила одну половинку. Вот здесь вот везде у нас подшерсток. Хвостики у нас такие жесткие, да, я сама попросила без бальзама помочь, чтобы у нас форму все это держало. Поэтому, что я сейчас делаю? Я возьму наш спрей-воск, беру не там, спрей-воск, и начинаю сначала хвостики чуть-чуть, да, почешу на него, чтобы они были помягче, чтобы они разделялись. Вот уже. Первый раз, когда я расческой провела, они прям так зашипели, как будто скрип был. А после спрей-воска нет. И теперь я должна, собственно, вот так вот увести мою прядь. Закрепить у хвоста, поэтому эта прядь не мешает. Я ее пока в другую сторону уберу. Что у меня опять? Вот сюда ее раз. Под основание хвоста. Итак, что мы делаем? Мы подчесываем нашу прядь на пудрочку. Вот она, пудрочка у нас. Подчесали изнутри, да, потому что снаружи начесать будет видно. Чуть-чуть, буквально сантиметр, чтобы она пообъемнее была. Потом берем эту прядь, приподнимаем ее наверх, как мы будем ее вести. И по направлению роста волос распыляем спрей-воск Redken. И сразу вот верхние 2 миллиметра я прочесываю. Раз, видите, у меня вот эти вот штучки, они не вписались. Значит, надо еще. Беру, распыляю. И опять же прочесываю верхние 2 миллиметра. Вот, я прочесала. Они у меня же, в принципе, видите, чуть-чуть вчесались, но все равно торчат. Поэтому я возьму и прочешу все-таки еще. Потому что мне вот этот вот пух, он мне не нужен. Он грязь мне даст. После этого я плоско хвостиком перехватываю. Так видно или рука? Нормально? Плоско беру эту прядь, немножечко ее отпускаю вниз, да, так же, как мы челку чуть-чуть вперед дали, здесь я отпускаю вниз, и здесь я буду тянуть только 2 ребра. Буду тянуть я их просто вниз, больше ничего. Вниз больше один раз к корню, а второй раз вот здесь. То есть у меня вот здесь должна быть такая квадратная линия, чтобы голова смотрелась вытянутая, чтобы у меня здесь не было линии внизу, да, или что-нибудь такого здесь. То есть я беру, допустим, сначала полевей, раз отщипнула прядочку, от нее отщипнула еще, от нее еще, чтобы у меня вот это вот ребрышко было. Отщипнула. И его же начинаю еще чуть-чуть дотягивать выше, вот здесь, чтобы оно у меня было объемное везде. И правее то же самое. Отщипнула прядочку, от нее еще, и начинаю отщипывать повыше. Угу. Так. После этого я могу закрепить, советую вам закрепить сразу эту прядочку невидимкой. Попробую маленькой и навстречу ей. Еще одну. Можете большой. Просто, когда очень много больших невидимок, у нас тут потом увидите еще будут невидимки, будет не очень удобно. Закрепили. Хвостик пока убираем. И мы начинаем все это дело дотягивать и вычесывать, скажем так. То есть у нас здесь еще торчит пух, все это в таком виде непонятном. Мы берем, дотягиваем снизу и дотягиваем вот здесь, да, опять же, наш прямоугольничек. И начинаем фиксировать лаком и ручками весь вот этот вот подшерсток, который здесь неминуемо у вас будет вываливаться, это нормально, потому что это законы гравитации, и только у болванок все волосы одной длины, не у всех. Начинаем мы все это фиксировать. Берем еще вот здесь вот, фиксируем, и весь вот наш пушок пока что
нала какой-нибудь несильной фиксации, мы распределяем и пальчиком раз вклеиваем. Потом я могу взять силуэт, еще дотянуть, как мне надо, и уже более жестко зафиксировать эти ребра. Не бойтесь здесь тянуть много, нам здесь нужна будет вытянутая форма. То есть, видите, у меня сантиметра 4, наверное, 5 высота ребра. Не сантиметр и не пол. С одной стороны, все бока, если что, вчесываю, чтобы они мне тут не мешались. Сразу жидким лаком обязательно, а то, как я говорю, может все рухнуть. И начинаем укладывать то же самое в соседнюю нашу прядочку низкую, нижнюю. Берем ее, вычесываем пудру в корне. Я все то же самое не буду объяснять. Ну, в смысле, все то же самое. Опять подчесываем у корня, да, сантиметров, не знаю, 4-5. Вычесываем снаружи. Ведем ее без прогиба, только ради бога. Она должна быть, видите, плотной. Мы вот это вот ребра только за счет вот этих внешних линий как бы делаем. Без прогиба ведем вверх и нашим редкином все это вычесываем. Раз, подшерсточек. Ага. Если падают пряди, еще. Угу. Раз, видите, уже не так. Сразу хвостиком раз, рукой перехватила. Все то же самое, как в прошлый раз. Чуть-чуть вниз подала прядь. И опять 2 прядочки. Одну сюда, все вниз, мы не в бок тянем, вниз. Одну вот здесь. От нее оттягиваем ближе к корню и вот здесь повыше. Ближе к корню и вот здесь повыше. И вот здесь вот, если что-то выпало, лучше это подчесать. Ой, наш подшерсточек. Лаком сначала слабой фиксации, чтобы у нас наши пушки не встали колом, если мы возьмем сразу сильной фиксацией это делать. Приклеили на такой слабый клей, скажем так, да. Потом закрепили все это наше дело невидимочкой. У меня маленькая невидимочка, навстречу ей еще одна маленькая невидимочка, чтобы она с одной стороны не выпала. Бывает такое, да? Кто работает, тот знает. Так, и теперь уже, поскольку мы, так как сказать, на слабый клей приклеили, начинаем приклеивать на сильный клей. Можно сразу жидким, можно, если хотите, аэрозольным, да, черным, либо шварцкопфом, либо черным, либо голубым. Тоже можно немножечко поменять направление прядей, чтобы они совсем прям не были. Чуть-чуть их изогнуть, если хотите, но на самом деле это не особо будет видно сбоку, что в основном прически эти хороши сбоку. Чуть-чуть я опять в бок тоже уведу, посмотрю, как у меня это смотрится. То есть у меня вот здесь должно быть овальной формы, овал, то есть вот здесь вот, и переходит, самая большая форма, я вот вам попыталась нарисовать, надеюсь, вы поняли, переходит вниз. Только чтобы все это не упало, здесь тоже. Я невидимками, видите, маленькими закрепила 2, а у меня немножко шатается. Тогда не поленитесь и 3. Все, чтобы ничего не выпало. Можно вблизи тоже их раз, 2 пролить и все. Так, теперь бока. Так видно? С боками буду работать. Отпускаю здесь мои зажимы шпильки. Вот этот хвостик тоже уберу. Он мне тут ни к чему. Угу. Убираю сюда. Раз. Выпускаю сразу волосы, которые я оставлю у лица. Как мы их выпускаем? Помним, что у нас здесь глубокий рост волос. Над ним и вокруг него мы выпускаем сантиметр. Дальше мы идем сантиметр по около лицевой линии. Вот так.
примерно. То есть вот эти волосы мы оставим, потому что прическа высокая, зоны плечиков у нас открыты, да, если, допустим, еще бывает глубокое декольте у девчонок, они очень некомфортно себя чувствуют, надо обязательно, чтобы у лица что-то было, потому что немножечко так некрасиво. Если вы заметили, все современные прически, они там с челками, да, с выпущенными прядями у лица, и кот, я помню даже, на обучении, последний раз стриг специально манекен, ему новый манекен принесли, выстригал здесь зону у челки, да, чтобы это было красиво, симпатично. Что мы здесь делаем? Здесь самое важное, тоже посмотрите на слайд, да, номер 3, там вот по цифре 2 я обозначила немножечко, может быть, по-турецки, но я думаю, будет понятно, обозначила, что мы будем делать. Первая прядь, которая у нас здесь будет, да, она у нас пойдет вверх. Вот так вот, треугольничком. Надеюсь, вам как раз это понятно. Это то, что я хотела. То есть не в бок, не вниз, а именно вверх, лучше над хвостик, да, нам все это делать. Поэтому я сначала беру, отпускаю мой хвостик, чтобы мне вот над ним эту прядочку в противоположную сторону выпустить. Извиняюсь, тут так тяжеловато вот с этим, но это нормально, и на манекене так тяжело, потому что здесь этот хвост мы будем в разные стороны, туда-сюда, ничего страшного. Он такой еще тяжеловатый. Вот, я освободила вот здесь вот место, куда я буду, да, все это дело крепить. Теперь беру, тоже я нарисовала, надеюсь, видно, что всю эту зону мы делим обычно на 3 части. То есть это будет первая зона, она у нас пойдет наверх. И вот эти вот 2 попозже мы будем убирать боками. Но вот самое главное понять, как мы будем верхнюю, и тогда другие будет легче. Что мы делаем? Мы можем ее подчесать, но я не буду подчесывать, потому что у меня здесь никаких уже проборов нет, и мне проще будет работать так, да, вот о чем мы говорили. Волосы у меня здесь вот жесткие, я возьму и на Redken тоже прочешу, потому что мне потом будет легче с ними работать, их в прическу вписывать. И я вот здесь вот без прогиба, и никак не на объем, а практически прямо. Ну, если клиент не спрашивает, если клиент не хочет выпускать. Если клиент не хочет, так не хочет. Это же его личная голова, его личное дело, его личный праздник. Так что нет, так нет. В общем, мы практически плоско сейчас будем убирать эти волосы, а потом будем растягивать вниз. То есть никаких здесь пробелов и дырок не делайте, прям плотно, практически вот так вот по голове. Поэтому практически так же по голове я буду на наш спрей вычесывать. Распределяю. Сюда увожу, чтобы мне тут ничего не было. И над хвостом раз сюда кладу. Если у вас волосы бывают такие тяжелые очень, можете рядом вот так тоже шпилечку поставить, чтобы он никуда здесь не уехал. После этого мы берем и как бы в продолжении вот этих вот ребер, желательно с тем же шагом, начинаем растягивать вот здесь вот вниз. Вот у вас на слайде я попыталась сказать, что эта линия мягкая, она полукруглая, она ни в коем случае не прямая. И мы ее растягиваем вниз, а не в бок на себя. То есть я ее не тяну на себя вот сюда, а тяну именно вниз. Когда будете делать, вы поймете. Раз, вниз, подтянула. И теперь вот здесь вот с таким же шагом, да, там 2 сантиметра, я беру вот здесь, вытягиваю, подтягиваю наше ребрышко. И могу здесь, не знаю, где-нибудь еще одна посерединке. У меня всегда руки норовят замельчить рисунок. Это моя болезнь. Ну, ничего страшного. Вытянула, да, и это ребрышко, оно тоже смотрит не вверх вот так, а чуть-чуть вниз, но под углом, чтобы мы видели, что у нас не плоская голова, а немножечко вот здесь вот в объем уходит. Тоже подтягиваю и вверх убираю, подтягиваю пальчиком, раз и вверх, подтягиваю и вверх. И вот этим рисунком я вам хотела изобразить, тоже, когда вы будете потом смотреть, поймете, что у нас вот эти штучки, они как будто треугольные, видите, как лепесточки, раз уходит, плавной, мягонькой очень линией. Сюда ее раз, 2, 3. То есть она у нас не плоская, но при этом не торчит в сторону. Чуть-чуть. Так. После этого нам нужно закрепить вот эту прядь, чтобы она у нас не ежилась. Я поворачиваю модель другой стороной, нахожу вот куда у нас пришла, вот она, эта прядь, и также около хвоста ее просто-напросто закалываю. И все на этом. Просто ее беру,
Тоже можно чуть-чуть ее подать туда, да, чтобы ее наоборот не заживать. И сюда ее раз, плоско. Немножечко там уже каркас не больно? Все. Я ее сразу заживала, и потрогайте, не играет ли она. Вот видите, у меня вот этот хвостик, где у невидимки немножечко открыто, он играет. Ну, то есть прядь может подвывалиться, подтянуться в будущем. Я возьму его и еще прижму. Все. И после этого по классике вблизи, да, чтобы ничего мне не было видно. Поворачиваю обратно. Вот, она у меня не сживалась. Бывает, прядь зажевывается, это нормально. То есть вы ее закрепили, и она такая плоская стала. Тогда ее подвытяните еще на себя, и все. Я пока просто жидким лаком. И теперь вот это вот, наши волосы, наши вот эти волосы. Я также, волосы у меня такие суховатые. Могу, знаете, даже осисом вот здесь вот. Он как раз мягкости такой дает. Вычесать, чтобы мне в будущем было, чтобы я не драла, да, чтобы у меня все сгладилось. Раз, и все, видите, теперь у меня расческа не застреет. Вот для этого нужен Осис или Редкин. Так, и вот эту вот прядь, конечно, можно уложить и одной, да, хотя можно и одной. Но иногда просто в голову такие более вытянутые, бывает здесь не очень удобно это делать одной прядью. И волосы густые, вот у меня тоже, сейчас мы прогофрировали, Алена, они густые, поэтому давайте уже двумя. Но если что, имейте в виду, можно то же самое одной. Беру вот эту прядочку, также ее вычесываю. По той же самой причине я начесывать не буду, да, чтобы у меня все чисто было, когда я ребра выглаживаю. Осис, извиняюсь, Редкин я распределила, вычесала все сразу. И то же самое. Вот здесь самая большая ошибка, и мы так делали. Ну, много лет не могу сказать, но очень много. То, что мы начинали крепить эту прядь, как и раньше, вот так, понимаете, на объем. То есть мы здесь делали круг, и этот круг наш шел к хвосту. Еще обычно он шел вот так вот достаточно плотно. А у нас это должен быть не круг. Вот у нас прядь широкая, да, достаточно. Мы эту ширину сохраняем. И вот этой вот шириной с прогибом просто вниз ведем эту прядь вот сюда и подкалываем к хвосту. Видите, у нас вот эта вот прядочка, она плоская, ни в коем случае она не идет вот куда-то, не накручивается вот так вот на объем. И вот из этой плоской пряди мы должны чуть-чуть, опять же, вытянуть ребра уже вот в этой плоскости под небольшим углом, да, чтобы оно имело направление. То есть это самое такое сложное, что было понять, но как только мы это поняли, и вы это поймете, сразу высокий пучок будет иметь совершенно другой вид. Абсолютно. Берем ее. Тоже вот здесь никакого прогиба не делайте. Я ее беру и достаточно плоско вычесываю, практически прямо веду к нашему хвостику, да, уже сбоку хвоста мы закалываем. Чуть-чуть вниз руки, ничего страшного. Вычесали. Подняли ее. Да. И вот здесь вот ведем, тоже, чтобы у нас были треугольнички. Извиняюсь, еще вычешу. Раз, вот снизу еще. Раз. Сразу раз. И внизу, видите, подтягиваю наш внешний как бы краешек. Внешний и нижний. Раз, и низ, тык-тырик-тырик-тык-тык, подтянули, и потом вот в этой плоскости мы еще подтянем немножечко ребра. И прям к основанию хвоста, тоже жирненькой невидимочкой, мы ее абсолютно плоско берем и прикалываем. У меня тут уже куча невидимочек, да, каркас из невидимок, так сказать, поэтому я выискиваю пустое место, чтобы мне ее вцепить. Так, не больно, Ален? Все. Тоже, чтобы она не была плоской, абсолютно, нам нужно чуть-чуть подчеркнуть текстуру. Я ее беру, и вот здесь вот еще лепесточек такой, видите, подчеркиваю. Вот если волосы будут не прогофрированы, вам это будет делать практически невозможно. Я имею в виду вот эти вот текстурки добавить. И именно на гофрированные волосы они сами как будто ложатся. И я вам, знаете, как советую, чтобы у вас вот этот вот треугольничек, лепесточек, сомкнулся, да, вот этот рисунок, где-то не у хвоста,
а где-то здесь, потому что здесь у нас будет потом, собственно, наш узелок, чтобы вот здесь вот у нас закончилось, да, вот так вот, а потом начался следующий рисунок. Поэтому я возьму и на Шварцкопфе уже таком, на сильном лаке, чуть-чуть их как бы соединю здесь. Здесь могу тоже чуть-чуть дотянуть. Видите, наши лепесточки. И беру нашу последнюю прядочку с этой стороны. Тоже ее подглаживаю. Всю ее сейчас вычешу, чтобы она у меня красивенькая была, хорошенькая. Вычесываю. И то же самое, у меня вот эта прядь уже должна соединить мою большую начесанную часть, нижнюю, да, вот этих нижних волос, и вот эту достаточно плоскую. Я ее плоско также с прогибом делаю, и вот она у меня как бы соединяет. Не такая плоская, как эта, и не такая большая, как та, да, то есть она у меня такая серединочка. Поэтому я сказала, что одной прядью бывает тяжело здесь убрать бок, потому что нам нужно и верх сделать компактно, и низ дотянуть, да, то есть, а двумя уже полегче. Так, все это вытягиваем. Раз, два. И сюда. Сбоку я смотрю, чтобы форма была вытянутая. Что там срочного? Чего срочного? И дальше я беру и также вот здесь вот около хвостика. Так, не больно? Ее закалываю и проверяю, обязательно проверяйте. Невидимки очень часто плохие сейчас попадаются, плохо держат, вы не проверите, и она может не по вашей вине потом выскользнуть где-то. Поэтому с невидимками вообще в стране напряженка, скажем так. Все счесываю, да, вчесываю вот эти вот мои пушки, чтобы у нее здесь ничего на шее не лежало. Можно, конечно, выпустить какие-то здесь прядочки. Я не любительница, но как вариант, ради бога. Просто клиенты у нас не очень любят, им кажется, что что-то выпало, поэтому что-то так со временем пришли к тому, что мы этого не делаем. Берем теперь жидким лаком, да, потому что сухой лак имеет свойство впитываться и прям осыпаться как будто. Поэтому обязательно жидким лаком. Помню, что у нас волосы как губочка, они все впитывают в себя. Один слой лака, второй, третий. То есть мы на расстоянии потихонечку, если вы вблизи и много зальете, да, как вот здесь, оно будет как я обычно говорю, как будто карамелью залито. Они не будут держать форму, они будут только наоборот утяжелены. Все, это мы сделали. И абсолютно то же самое я теперь делаю с другой стороны. Поэтому я вот эти волосы сейчас перекину вот сюда. Самая сложность, мне кажется, вот этой прически, это не запутаться вот в этих волосах. В принципе, ничего сложного здесь уже нет. Видите, они чуть-чуть начинают приминать, но это все, это мы все потом на шпильках сделаем. Я пока здесь бачок уберу и вот так заколю, чтобы они мне не мешали. И поверну. И теперь все то же самое буду закалывать вот сюда, да. Мои прядочки. Так. Беру, первое, что я делаю, начинаем сверху, да, то есть мы сделали челку, сделали низ, и потом начинаем лучше с верхних прядей. Берем, я выпускаю сразу то, что я буду выпускать у личика. Для этого мне лично нужно обойти. Так, сюда, так. Угу. Мне нужно обойти и посмотреть с лица, да, а то я сейчас выпущу, а окажется, что это вообще не симметрично нисколько. Ну ладно. Тоже, где глубокий рост волос, сантиметр по периметру, и у личика раз, два. Я смотрю, обычно проверяю по длине, чтобы они были примерно одинаковые, и по густоте, да, чтобы не было, что с одной стороны усик отщипан, а с другой стороны много. Поэтому я все это проверила, меня, в принципе, полностью устраивает. Берем, закалываем. Так, мне лучше сюда, да, подойти? Наверное. Так. Вычесываю хвостики на Redken, помним, да? Отделяем верхнюю прядочку, да, таким треугольничком, как будто, то есть мы по диагональке как бы выделяем. Начесывать я ее не буду.
я ее вычесываю. Держи, пожалуйста. С этой стороны. Все то же самое. Кладу на противоположную сторону. Могу поставить шпилечку, чтобы она мне не упала. И начинаю просто вниз, не на себя, вниз. И чуть-чуть, чтобы текстуру было видно, тянуть эту прядочку. Спереди, сверху она у меня компактная, никакой дырки между макушкой и вот этой прядочкой быть у нас не может. После этого я все это фиксирую лаком. Да, сначала на слабый лак я пытаюсь вгладить все пушочки, чтобы у меня они, опять же, не встали немножечко колом. Сейчас, ой, ладно, не больно? Потом на жидкий лак я все это зафиксирую. Потом поверну на другую сторону и заколю просто невидимкой нашу вот эту прядочку, которую мы увели наверх. Сейчас быстренько. К основанию хвоста. Раз ее сюда, с маленькой. Здесь у меня уже куча невидимок с этой стороны. Малюточка ее. Раз. Подергала, вроде держится. Жидким лаком вблизи склеила. Все, поворачиваю обратно. Теперь вот эта вот прядочка. Давайте одной с этой стороны уберем. Угу. Все, поднимаю здесь все пушки с шеи, с боковых волос. И сейчас буду их тоже вчесывать. Ой, уже забыла. Угу. Тоже, да, спрей-воск на расстояние. Вчесывают все дело. И сбоку, чуть-чуть вот так вот, с прогибом, я опять же куда-нибудь повыше получается, потому что у меня тут волосы, челки мешают немножечко. Буду закалывать вот сюда. Растягиваю тоже нижнюю, вот как я говорю, часть, чтобы она у нас слилась потом с нашей нижней частью, а верхней, чтобы не отступала от верхней. Кладу сюда к основанию хвоста, беру невидимочку. И невидимочкой, вот здесь вот тоже есть куча невидимок, выискиваю место, где ее сделать. Вот здесь вот все пушки сейчас я тоже все счешу, да, убираю, чтобы мне перекинуть форму. Я думала на верхнюю, ладно. Я не поняла, что значит сильно видно, как пальцы ставите. В общем, ладно, боковые пряди мы сделали. Нам, по сути, осталось сейчас сделать валик и уложить 5 прядей. Может быть, звучит достаточно оптимистично, но займет достаточно долго времени. Поэтому мы сейчас сделаем перерывчик, минут 15, и потом продолжим. И уже расскажу, как эти пряди укладывать.
Так, сейчас мы будем раскладывать волосы из нашей вот этой вот дулечки, да, которую я сделала до перерыва. Поэтому я эти волосы распускаю. И сейчас начинается самое интересное. Давайте следующий слайд, как раз 4. Да, и вот там указано у вас на слайде, как укладывать боковые пряди. Боковые пряди – это то, что мы закололи с боков, в том числе зоны челки и в том числе зона нижних волос, то есть то, что мы закалывали сейчас, да, то есть это, видите, короткие волосы по сравнению с этими длинными. Вот эти короткие волосы нам не дадут особо никакого рисунка, только много пуха, поэтому мы их сейчас отдельно от нашего изначального хвоста уберем. То есть я сейчас выбираю волосы исключительно моего хвоста, который я сделала в самом начале. Все, что мы закалывали, челку и бока, у меня остаются по бокам также на тех невидимках, которые мы закалывали. Опять же, повторюсь, то, что они короче. Если у вас супер длинные волосы, можете все потом делить, но у меня сейчас пока так. Эти зоны нашего хвоста, я сейчас пока убираю, а вот эти вот бока я делю на 2 части и по диагональке одну вверх убираю, а одну вниз убираю, да, то есть вот как у вас указано на раздачных материалах, вот так и вот так. Поэтому я беру вот этот хвостик, я пока его заколю, как обычно, на шпилечку. Вот эта вот часть, сейчас я прочешу ее на осис, на блеск, чтобы они у меня были мягонькими, да, они нам еще пригодятся, эти бочка. И вот здесь по диагональке вверх пока убираю. И на крупную невидимочку ставлю. Раз. Поставила. Сверху еще будет валик, не переживайте, все перекроется. Вот это вот все, что у меня снизу, вот здесь вот бочок, вместе с зоной челкой. Я также беру и сейчас вот так вот невидимочкой его заколю по диагонали. Действительно интересно, как работать с редкими волосами без накладных прядей. У нас сейчас нет накладных прядей, волосы средней густоты. Если уж совсем редкие, сейчас в будущем увидите, они могут не перекрыть валик. Тогда будем делать какое-то, ну сейчас попозже расскажу, что-то другое. В общем, это по диагонали я убрала. Теперь можно следующий слайд, уже 5 включить. Угу. И вот эти вот волосы, да, вот волосы нашего хвоста. Мы делим на 5 частей. В серединочке останется 1/5, слева, справа, сверху и снизу. Такое немножечко, сейчас пока сложное будет деление, но потом нам оно очень сильно поможет, облегчит нам прическу, нежели каждый раз придумывать, что мы будем с этим делать. Вообще, вот я обещала, да, рассказать про пучок, если мы делаем разные варианты пучков, да, рассмотреть. Если мы хотим сделать здесь гладкий пучок, то мы будем делать либо гладкую челку, либо убирать по пробору. Тогда вот эти волосы можно заколоть, либо в хвост вот сюда убрать, да, боковые. Сюда прикрепить валик, и мы тогда просто потом по валику раскладываем, собственно, наши вот эти вот волосы, да, и все, и закалываем под валик. Вот таким образом у нас будет такой маленький, достаточно гладкий пучок. Если мы хотим сделать наш пучок из локонов, да, или из жгутов, как я тоже там в программе прописывала, тогда ждем следующего этапа, который я еще объясню. В общем, делим этот хвост, отщипываем слева 1/5 примерно на ощупь. Как это сделать? То есть мы можем взять, поделить наши волосы пополам, и потом каждую прядь еще пополам, но чуть-чуть поменьше. Да? Чуть поменьше половины, это и будет 1/5. Раз. И вот эту вот часть, 1/5, сейчас еще на всякий случай поменьше отщипну, я убираю в левый бок. Вот на схеме у вас это будет прядь номер 2. Убираю, пока закалываю просто шпилькой, либо невидимочкой, чем-нибудь. Раз, убрала. Потом я беру, отщипываю 1/5, то есть уже 1/4 от оставшихся волос вправо. То же самое, примерно на ощупь, можно также поделить пополам, если на ощупь не очень, да, получается. И потом еще пополам, здесь у нас четверть уже получится от оставшихся волос. И убираю ее вправо. Также на шпилечку, либо можете на невидимку. У меня куча невидимок, поэтому я на шпильке. Потом вот это вот все я должна поделить на 3 части. Сверху, в середине и снизу. Верхнюю треть отщипываю и кладу наверх. Тоже на шпилечку. У вас в схеме это номер 5.
И оставшееся все делю пополам. И нижнюю прядь пополам. Нижнюю прядь сейчас тоже возьму на шпильку. Вот такое вот, так сказать, незамысловатое у нас деление. Вот этот вот хвостик в центре у меня 1, 2, 3, 4 и 5. Надеюсь, это понятно. Теперь на вот этот хвостик, который у меня в середине, я буду крепить наш валик. Для этого я сначала возьму его и подначешу у корня, чтобы он у меня так встал, скажем так, чтобы мне было удобно. Просто чуть-чуть подчешу, чтобы он у меня встал. И вот это вот мы должны крепить валик. Чего? Вопрос я уже ответила. Так, в общем, валик, который сейчас буду крепить, должен будет быть по диагонали от нашего подбородочка. То есть так же, как я рассказывала, да, в самом начале. Поэтому мы его не должны завалить. Можно тоже включить следующий слайд, 6. Ага, вот, и вот написано, что он должен быть перпендикулярный. И написано, направление валика задает направление прически. И это мы обязательно должны помнить. Как мы работаем с валиком? Мы берем валик, из серединки мы вынимаем обычно лесочку. Чего? Обойти сюда. Из серединки мы вынимаем лесочку. Можно это делать ножницами, мы обычно руками, только будьте аккуратны, потому что эта лесочка может вас чуть-чуть порезать. Потом этот валик мы разбираем, да? Нам весь этот огромный валик не нужен, но мы сейчас должны будем обмотать основание нашего первого хвостика достаточно плотно, вот буквально чуть-чуть мы его обрезаем. Нам самое главное высота. Высота валика получается тоже сантиметров 5-7. Вот он будет у нас высоко достаточно, и выше него еще должен быть у нас один узелочек. То есть вот таким вот образом я уже себе подготовила, да, чтобы тут ничего не резать, сейчас время не тратить. Вот такой вот... Ой, извиняюсь, маленький кусочек, мы его сейчас будем обматывать вокруг нашей первой прядочки. Мы берем нашу прядочку, поднимаем ее вертикально, заводим низ нашего вот этого вот валика к основанию и сразу его крепим невидимочкой, конечно, какой-нибудь побольше. Как видите, у меня вот переворачивается, если переворачивается невидимка, значит она плохая. Я возьму, ладно, маленькую, они хотя бы не переворачиваются. Большие невидимки хороший деваль, но у нас пока везде закончились абсолютно. Еще сезон не начался. После этого я беру и обматываю этот валик вокруг моей вот этой прядочки. Достаточно плотно, видите? Плотно-плотно. То есть и опять завожу вниз, дониза. То есть у меня такая, не знаю, как сказать, палочка получилась. Эта палочка должна иметь четко выраженное направление по диагонали от подбородка. Я беру ее и обязательно фиксирую у основания 2-3 небольшие невидимки. Спереди. И по высоте тоже, да, нам же нужно, чтобы она вот здесь тоже не развалилась. Примерно вот так. Она должна иметь, опять же повторяю, четко выраженное направление. Угу. Так, я отпустила, проверяю, все ли у меня хорошо держится. Всегда так делаю, на всякий случай, да. Там, как она будет танцевать, ее там будут трогать все, обнимать. Мало ли. Всегда так происходит. После этого я беру и начинаю сначала закрывать валик. Можно следующий слайд, наверное, по 7 посмотреть. А, нет, там уже ничего нет. Тогда просто запоминаем. Мы берем наши вот эти вот сначала волосы, которые мы закрепляли боковые слева и справа, да, чуть по диагональке. И вот этими волосами сначала мы будем прикрывать наш валик. То есть здесь у меня вот большая невидимочка.
я чуть выну, чтобы она мне не мешала. И вот этими волосами с этой стороны они у меня пойдут вот сюда, закручивать валик, а вот это вот получается вот так. То есть вот таким вот образом они у меня будут все это дело закрывать. Первое, что я сейчас буду делать, я беру эти волосы и обязательно прочесываю их на осис блеск, чтобы они у меня друг за друга не цеплялись, чтобы я могла что-то подтянуть, если мне надо. Второе, что я делаю, я беру пудру для волос и в корне чуть-чуть ее распределяю и подначесываю у основания, чтобы они у меня чуть-чуть загустились, скажем так. После этого я беру и подчесываю немножечко верхний слой, да, чтобы эти волосы друг за друга у нас вот так вот цеплялись. И как раз-таки к вопросу о редких волосах, если они здесь будут реденькие, вы вот так вот почешете изнутри, они все равно начнут закрывать вам ваш валик. Поэтому мы после этого берем эти волосы, распределяем вот так вот по валику, да, как я уже сказала, немножечко так полукругом, то есть начинаем прикрывать наш валик. И начинаем чуть-чуть подтягивать нашу текстурку, да, чтобы не было видно, если что, корни и какие-то... Ну, вообще эту прядь потом перекроется полностью. По сути, мы сейчас на самом деле, изначально какая задумка этой пряди, просто спрятать вот эти волосы боковые, потому что они обычно короткие, у меня еще у Алены длинные волосы, обычно они короткие, и никакой красоты они не дадут, если их в узлы, эти волосы убирать, один пух будет. Поэтому я беру, невидимочкой немножечко закалываю, а вот этот хвостик убираю вниз, в глубину, потому что мне вообще эти пушки не нужны. Это все я должна сейчас зафиксировать лаком, обязательно, чтобы у меня здесь ничего не торчало. Распределяю лак, глажу, распределяю, глажу, распределяю, глажу. Все время все глажу. После этого я беру прядочку, вот эту вот, да, боковую, про которую я говорила. Волосы боковые. Пока убираем. И также ее, вот это мы против часовой, это да, наверное, чтобы вас не путать, тоже лучше против часовой. Я ее сейчас буду крепить. Тоже у меня здесь невидимочка достаточно далеко расположена. Сейчас я ее поближе к основанию валика перекреплю. И только. Просто чуть-чуть поближе, на сантиметрик, чтобы ее потом не было видно. Вот это моя прядь номер 2. Я ее оставляю. А вот эти вот пряди сбоку беру и делаю с ними то же самое. Сейчас я их вычешу на осис, подчешу изнутри. И также против часовой стрелки уберу уже по нижней части валика, чтобы они нам не мешались. Можно из них сделать и валик, но это уж совсем. Если забыли, то можно. Но нет смысла. Изнутри, лучше на пудрочку, конечно. Подчешу. Чес, сантиметров 5, да, чтобы они у меня тут были густенькие, так смотрели снаружи. И беру ее против часовой стрелки, вот так вот по валику закрываю. Тоже чуть-чуть текстурку можно дотянуть. И тоже хвостик сейчас я фиксирую невидимочкой, а сам вот хвост прямо этой пряди прячу пальчиком куда-нибудь туда, поглубже, чтобы ее не было видно. Можно здесь взять шпильчики и растянуть все тело, как нам заблагоразумится. Раз, два. Вот к вопросу о том, что мы будем делать, если мы хотим локоны. Да. Вот сейчас я буду укладывать все эти пряди по очереди. Сначала это будет прядочка из серединки, да, а потом это будут там бока, низ и верхняя прядочка. Вот если нам нужно из локонов что-то сделать, мы можем сразу здесь брать, да, и вытягивать, собственно, локоны. То есть такие элементы, и по всему валику вот эти вот локоны, собственно, раскладывать. И у нас будет пучок из локонов. Если мы хотим делать пучок из жгутов, то я сейчас вам покажу, вот как мы верхнюю прядь на жгутах уберем. Сейчас я только со всех сторон, проверю, все, направление хорошее. Вот. Первую прядь уберу как жгутами, вот можно все так пряди убирать, но мы потом будем узелками, да, все-таки. Чуть-чуть вот здесь вот у меня топырщится, я возьму невидимочкой, прижму шпильчикой. Угу. Все. В общем, что мы делаем, если мы хотим сделать жгуты?
Жгуты это по сути перекрученные вокруг друг, ну обычно две пряди волос, да, и что-то там вытянуто. Вот сначала мы должны избавиться вот от этого всего подшерстка, который нам, в принципе, здесь не особо нужен. Конечно, в начале, но это было уже давно, я чуть-чуть подтянула на плойку волосы, но сейчас уже не буду это делать, потому что я боюсь, что я немножечко выпрямлю мое гофре, поэтому я сейчас просто все это вычешу на спрей-воск. Лучше, конечно, это Redken. Как я уже сказала, Осис дает достаточную мягкость волосам. Я это вычесываю. И хвостики тоже подчешите, пожалуйста. Хвостики я сейчас на Осис блеск вычесываю. То есть, чтобы они прям мягкие были, потому что они у меня без бальзамчика. Угу. После этого я беру две прядочки. То есть я вот это все делю на две пряди. Тоже вычесываю каждую из них. И просто все делаем вот против часовой стрелки, и вокруг друг друга я тоже их кручу против часовой стрелки. И начинаю чуть-чуть растягивать вот здесь бок, вот как в жгутиках, да, мы делаем. Вот здесь бок, чтобы у нас не были прямые палки, чтобы были такие полукруглые наши линии. Со всех сторон вытягиваю. После того, как я подвытянула, лучше зафиксировать это все каким-нибудь лаком, лучше пока не очень сильная фиксация. Лаком мы пока это фиксируем, чтобы зафиксировать все наши волосики, да, вот эти вот пушочки, о которых я говорю, которые ничего, кроме наших рук и глаз, не увидят и не примнут. Сами они, к сожалению, никак не примнутся, поэтому мы должны так глядеть в них. После этого я вам советую купить либо спицы, самые обычные швейные, у меня это шпажки, да, деревянные, и мы будем, как я сказала, все закручивать против часовой стрелки. Я вставляю эту спицу в основание нашего валика, так, по основанию вашего валика, по диагонали от моего подбородочка, и это задает направление будущей прически. Изначально в эту спицу должны вставить очень хорошо. Если вдруг вы случайно совершенно сделали хвост пониже, вы можете взять и эту спицу чуть-чуть повыше вставить, то есть она будет задавать нам, она вам будет как будто ориентиром, понимаете, в нашей будущей прическе. И после этого я, как я уже сказала, против часовой стрелки начинаю заворачивать мои вот эти вот жгутики. Чуть-чуть я их вот между ними вставляю спицу в нужном направлении. Попроси Алю покрутить. Не надо? Что не надо? Я не знаю, как. В общем, мы делаем, растягиваю дальше вот эти вот мои ребрышки, да, ребрышки. Можно вставить еще одну спицу. То есть шпильки просто здесь будут коротковатые, поэтому спицы, не потому что мы там хотим кому-то что-то доказать. И начинаю просто также против часовой стрелки все это дело аккуратно закручивать на поверхности моего валика. Валик у меня, как я уже сказала, имеет высоту достаточную. И вот эти ребрышки я высоко вытягиваю. Беру. И пока могу вот этот хвостик, чтобы его невидимкой не фиксировать, фиксирую его шпилькой, чтобы я могла вытягивать. То есть как только я зафиксирую невидимкой, у меня все будет намертво сцеплено, я уже ничего не вытяну, да. И после этого я должна буду вот эти ребра мои так зафиксировать лаком, чтобы у меня вот этот вот основание моего вот этого цветочка смотрело вверх, не вниз, да, видите, сейчас, может быть, видно, немножечко вниз смотрит, поэтому я приподнимаю мои вот эти лепесточки и начинаю фиксировать их чуть выше. И при этом, возьму сейчас посильнее фиксация, и при этом мне нужно еще пытаться вписать весь подшерсточек. Вот я приподняла, чтобы она у меня держалась, я могу взять еще одну шпажку и сюда ее раз
То есть я сейчас на бока не смотрю, вниз, вверх не смотрю, я смотрю только в самую-самую верхушечку, чтобы у меня были лепесточки разложенные, и чтобы эти лепесточки у меня смотрели, так скажем, в небо по направлению нашего пучка, туда, куда у вас указано на слайде номер 6 в раздаточных материалах. Так, я, допустим, все это зафиксировала, да, как могу, вот эти вот волосики все торчащие вклеиваю. То есть вот был вопрос в самом начале, как справиться. Мы лаком фиксируем, вклеиваем, мы лаком фиксируем, вклеиваем, лаком фиксируем, вклеиваем. А в самом начале я немножко подкрутила концы, чтобы хотя бы чуть-чуть задать направление волосам. Вот это две вещи, которые мы с вами можем сделать. Тоже я все, в принципе, дотянула, чтобы он у меня смотрел вверх. Так, и теперь, чтобы у меня эта прядь не упала, я беру, фиксирую сильным лаком, во-первых, сухим сначала, потом обязательно жидким. А потом вот этот хвостик, который у меня на шпильке, конечно же, я его фиксирую невидимочкой. Раз, убрала. И невидимочкой всю тушину пряди раз заколола. После этого берем жидкий лак. И жидким лаком еще подтягиваю прядочки. Если, то есть, лака много. У меня тут одна девушка писала, и она говорит, сделала локоны, они у меня упали. Я говорю, а сколько раз вы лаком распыляли? И работали ли силуэтом? Ну, и жидким лаком. Она говорит, нет, жидкого у меня не было, а лаком я 2-3 раза распыляла. Ну, это, скажем так, несерьезно. То есть я всегда повторяю, что 30 раз на одну прядь. И без жидкого лака делать нечего. Все пойдет, конечно же, однозначно. Тоже столько об этом много рассказано, все равно случайно, конечно, понимаю, допускают эти ошибки. Так, это теперь понятно. Я теперь перехожу в другую сторону. Поворачиваю нашу модель. Вот в эту сторону. И буду убирать нашу боковую вот эту вот часть. Видно будет? То есть начинаем мы с пряди номер 2. Недаром я их так обозначила, 1, 2, 3, 4, да, чтобы было понятно, порядок. Вот этот вот хвостик, видите, он у меня торчит. И вот с этой стороны вам уже виднее, наверное. Я беру его так, убираю. Сейчас я заберу все свои принадлежности, которые мне нужны будут. Здесь вклеиваю все вот эти вот бочка. Обязательно я беру невидимку, и теперь вам будет видно, основание вот этого вот элемента залаченного я как бы креплю, только у меня вот эта гладкая невидимка, гладкими лучше не работать, лучше волнистыми. Основание этого элемента, видите, я как бы за нижнюю часть цепляю к валику, вот на чем держатся наши такие элементы. На невидимочке, который вот всю нашу вот эту вот розу цепляет только за нижнюю часть к валику, абсолютно плоско. Так, все. То есть вот я ее закрепила. И теперь я начинаю делать нашу боковую прядочку. Что мне хотелось бы сказать? Сейчас я как раз буду рассказывать, как делать вот эти вот узелки, да. Что мне хотелось бы сказать? То, что вот эта вот часть у нас сейчас достаточно высокая, и так и должно быть. Бока у нас по классике жанра, по правилам затов сечения, да, вспоминаем все, что у нас может касаться боков. Мы помним, что все, что у нас между бровок и выше, оно всегда идет на объем, на объем, на объем, на объем, на объем, на объем, на объем. Недаром мы здесь все вытягивали вперед, здесь мы все вытягивали вниз, а бока у нас всегда безобъемными. Мы их крепили плоско, да. Мы немножечко обозначали текстурку, которую сейчас немножко бредями мы прибили, но потом обозначим. Немножечко обозначали текстурку, но ни в коем случае не делали из нее женщину-шар, да, вот такую вот круглую. Она у нас
овальная, прям овально-овальная. Поэтому мы сделали здесь высокий объем, а бока много объемить мы не будем, поэтому мы не взяли вот такой круглый валик, чтобы у нас эта прическа не расплылась. У нас вот эти вот наши бочка, которые мы сейчас будем крутить, они будут у нас, ну, достаточно прижимистые, а снизу и сверху мы можем себе позволить чуть-чуть побольше, но также помню, что когда мы будем снизу крепить, у нас вот этот вот наш узелок не должен заходить ниже вот этой вот линии, да, то есть вот здесь вот у нас объем, и вот, собственно, здесь у нас должен быть тогда пучочек, понимаете, не вот здесь, то есть у нас вот эти бока должны быть ниже, чем наш будущий пучок, но это, я думаю, вы еще увидите. В общем, мы берем вот эту прядочку, сейчас начнутся вот самое интересное, элемент узелок, вот, можете сразу записать себе, как сказать, номер минуты, цифра, какая сейчас минута, и потом, раз обычно говорят то, что очень долго все смотреть, вот можете включить именно этот узелок. Мы берем прядь, она у меня чуть-чуть суховатая на концах. Мы здесь все фиксировали лаком, да, что-то делали, и она поэтому такая жесткая. Первое, что я делаю, я должна ее смягчить. Поэтому я беру Осис блеск и чуть-чуть его распыляю и прочесываю. Блеск, он всегда убирает лак с волос, поэтому если у вас прядь перелаченная и сухая, вот так вот фиксируйте ее на лак, да, и вычесываете, достаточно проблематично. Здесь лучше что-нибудь такое мягонькое, или воск использовать, или блеск. Потом мы берем вот эту прядочку и делим ее на две части, на две, так же, как мы сейчас делали, да. После этого что мы делаем? Мы берем и как бы перехлестываем их друг с другом. Опять же, да, против часовой стрелки сейчас это будем. Буквы X перехлестнули, а потом повернули еще чуть-чуть, чтобы у нас одна прядь стала как бы выше другой. И после этого мы берем наши шпажки, и вот между этих прядей мы засовываем в наш валик, то есть вот так. И вот этот угол между, как сказать, направляющей, чтобы вас тут не смутить, вот эти пока уберу, направляющей нашего валика и, собственно, нашего пучка, да, чуть-чуть вот так, и вот этим должен быть острый достаточно. И после этого мы начинаем укладывать с нашей вот этой вот верхней прядочки, все против часовой стрелки. То есть изначально я, конечно, советую даже подчесать вот здесь вот прядочки. Сейчас я извиняюсь, сразу не подчесала, убежала вперед. Я возьму вот эту прядочку нижнюю, подчешу ее, для того, чтобы она у меня не болталась как хочет, да. Хочу так. Нет, у нее будет четкое направление. И все волосы будут соединены между собой. То есть она будет уже понимать, скажем так, что она это такая толстая прядь, что она одна. Вот, счесали. После этого я сейчас также начешу основание второй прядочки. Кстати, если волосы очень редкие, тогда вот здесь обязательно можно начесать даже побольше, не только у основания, но и сантиметров 5, чтобы загустить волосы сбоку, да. Так, это уберу. Вот. Начесываю я прям туго, прям сантиметр, раз, вниз счесываю и убираю расческу, и все на этом. То есть я вот так вот расческой не вожу, вперед, назад, ну, это не то немножечко. Вниз счесали корни, пух, вытащили расческу прямо у корня, опять повыше завели, опять вниз счесали. Вот опять у меня две пряди, опять то же самое. Я беру их, они у меня уже подначесанные, буквы X, да, навстречу друг другу, и потом я их веду вот так вот, то есть, что у меня одна прядь, получается, выходит как будто из другой. Опять то же самое, между ними, как бы под верхнюю прядь, засовываю мою шпажку. И начинаю я укладывать как раз-таки мою сначала верхнюю прядочку. Это можно убрать, она нам пока не пригодится. Мы ее берем, немножко подкручиваем в руке и начинаем вытягивать наши ребрышки. И уводить ее, получается, под нашу вот эту прядочку. Эти ребрышки должны быть достаточно большие. Вообще, вот размер одного узелка должен быть с кулак, это очень много, да?
То есть мы это должны как бы понимать. Вот здесь вот внутри большую дырку не делаем, в основном мы все это растягиваем снаружи. Подтягиваем побольше, не отпуская прядь левой рукой. Мы все это фиксируем лаком сильной фиксации, сразу сухим, слабый, ничего не получится. Здесь вот уж насколько я не люблю, допустим, Шварцкопф голубой, но на блондинке лучше им, конечно, работать. На блондинке в смысле, что не будет видно налета, но и на брюнетке, наверное, тоже. Потому что он должен быть сильной фиксацией. Хвостик прочесываем и, получается, продолжаем его убирать абсолютно так же. То есть за эту прядочку заводим. Опять же, вот здесь вот мы, получается, ее вытягиваем как можем. Нам ребрышки нужны, да? Ребрышки, опять же, 3-4 сантиметра. Большие. И уводим за нашу прядь. В этой плоскости. У нас прядь залачена только сверху. Лучше нам взять и заколоть наш хвостик невидимкой, либо можно сначала шпилькой, как хотите. За прядочкой я его закалываю. Хвостик вот этот, который остался, вот такой вот непонятный, я его беру и вычесываю под прядь, видите? Чтобы ее не было видно. Вот, то есть я просто обернула эту прядочку вокруг себя, скажем так. Можно взять шпилечки, если хватает объема, либо шпажки, если длины не хватает. Вот так вот. И теперь я буду убирать, собственно, мою вторую вот эту прядочку. Здесь, конечно, лучше все счесать, чтобы никакого пуха не было. И, конечно, лучше сразу все зафиксировать лаком, чтобы потом он не появился вдруг случайно. Угу. Так. После этого мы берем вот эту вот нашу прядочку. Еще раз на нее, поскольку попал лак, я ее вычесываю, в данном случае на спрей-воск, чтобы ее не утяжелить, да. Так, все вот эти пушки мы должны сразу с ними разобраться и покончить. И начинаю также эту прядь, то есть, понимаете, как будто вот перекрывать вот эту вот правую часть предыдущей пряди, начинаю ее перекручивать в противоположном направлении. Все против часовой стрелки получается. И вот этот вот хвостик мы заводим за нашу прядочку. То есть примерно вот так, видите? Вот я ее укладываю и растягиваю еще. Здесь вот надо ребрышек побольше в этой плоскости. Мне сейчас тяжело это сделать одной рукой, поэтому я сейчас шпилькой вот здесь заколю основание и начну все это подтягивать и подлачивать вот двумя руками. Одно я тяну, то есть она у нас плоская, ни в коем случае не должна быть. Какая-нибудь одна тоненькая, дохленькая прядочка, но должна выбиваться от основных сантиметра на 3-4. Раз. Она у меня не заколота, поэтому я говорю, я могу себе позволить ее чуть-чуть. Чего? На верхнюю? Чего? Еще? Вот так? А, на верхнюю? Ну все, так лучше. Угу. И все, чем я буду сейчас заниматься, это вычесывать мои вот эти вот подшерсточки, все, да, чтобы они у меня были параллельно друг другу. И вытягивать ребра, это именно от плоскости, то есть вот здесь высота должна быть 3-4 сантиметра. Так, не шли, пожалуйста, головой, это очень прям, это играет все. Чуть-чуть, ладно, потерпи прям, хотя бы одну прядочку. Угу. Вот так, вот так. И вот здесь вот, чтобы не было дырочки, я ее тоже приподнимаю. Здесь я могу еще чуть-чуть дотянуть, эту уберу. То есть я уже так формирую, как я уже сказала, элемент с кулачок, узелок с кулачок, если так можно сказать. Приподнимаю это все. Здесь оттягиваю. На сильный лак, да, у меня это силуэт черный, это может быть Шварцкопф голубой. Вот на лонде единички вы будете так делать, поскольку он слабой фиксации, у вас все пряди опадут. Поэтому, говорю, такие элементы только на лаке сильной фиксации. После этого я опять же беру невидимочку,
маленькую волнистую. И вот этот хвостик, да, который у меня здесь торчит, я его просто прячу. Я его беру и так тык-тык-тык-тык-тык убираю куда-нибудь под мою прядочку. Убираю и невидимкой там в глубине закалываю. Закалываю к валику. Вам не видно? Поверьте мне на слово. К валику закалываю. И теперь я могу обойти со всех сторон. И то, что надо, мне еще приподнять. Опять же, на аэрозольный лак сильной фиксации. Вот здесь вот. Раз. Если вы хотите пучок из локонов, то мы просто крутим самые обычные локоны, да, как мы крутили на первом уроке и вообще на всех прическах. И укладываем здесь на объем. Тоже сейчас, если все показывает, это очень долго, но если что... Ой, извиняюсь, пудрочка упала. А мне еще пригодится. Если что, на первом уроке по локонам, и вообще на всех прическах, любую прическу можете взять, там все они на основе локонов, везде я показываю, как крепить это много и долго. И вблизи тоже, вот где не видно, все это проливаю. Вот, первый мой узелочек, можно, да, боковым? Первый мой узелочек, он готов. Будет такой же узелочек снизу, такой же узелочек сверху и, собственно, такой же узелочек. Нам осталось 3 узелка сделать, ну, так, по большому счету. И потом еще, конечно, я расскажу про фотографию, как я обрабатываю, но это чуть позже. Теперь я буду делать нижний узелок, я не знаю, как его лучше. Вот так, еще, все. Угу. Так, то же самое, вот теперь все то же самое, только сложность заключается в том, что везде с разной плоскости. То есть теперь плоскость моего узелочка вот также будет под острым углом от плоскости направления моего как бы пучка. Я его беру и вот куда-то вот так буду, да, делать, но потом. Сейчас сначала я разберусь с основанием. Беру мою прядь, прочесываю ее, все то же самое. На Osis блеск. Можно на Redken, но Osis он вообще без фиксации. Мне вот нужно именно сейчас пока от лака избавиться. Все это вычесываю хорошенечко, да? Вычесываю. Вот они у меня мягонькие, хорошенькие. Потом беру на пудру, начесываю корень. Делю на 2 части, да, чтобы отдельно их начесать, чтобы не было потом... Можно, конечно, на одной начесать, но я потом их разделю, понимаете, и будет пух между ними, поэтому я лучше отделю. И каждую из них отдельно, раз, два, подчесала, положила. Подчесала, положила. Снаружи можно вычесать. И теперь, ой, прям все то же самое. Мы берем, перекрещиваем эти прядочки, да, только вот я их сейчас прочешу, чтобы пуха было поменьше. Можно иногда статику руками снимать, иногда девочки работают, волосы пушатся. Мы их перекрещиваем, букву X, но и еще больше, чем X. Потом берем наше основание, да, делаем остро с этой прядочкой. И начинаем, как обычно, укладывать с верхнего. Можно, чтобы вот эта вот нижняя прядь у нас здесь тоже внизу, да, все это не очень удобно, ее пока подколоть вот как-то вот так шпилечкой, да, просто чтобы она не тянула нам вниз. Но вообще, ну, только из-за этого. Вот, потом мы берем нашу прядочку, тоже серединку вот эту я не буду делать большую, маленькую, да, только вот эту мы обхватываем, а больше растягиваю внешний краешек. Потянула, я говорю, хотя бы 3 волосиночки, у нас должно быть 3-4 сантиметра, да, здесь могу потянуть, здесь, я обязательно заглядываю чуть-чуть, может быть, скрываю, извини, чуть-чуть вот так, мне надо посмотреть, чтобы вот здесь у меня тоже чуть-чуть прядью, да, уходили в ту сторону, и вот здесь вот беру, и мои ребрышки вот эти подтягиваю, подлачиваю. Можно взять еще спицы, обычно у меня, может быть, видели фотографию, вся голова под конец в спицах, потому что так удобнее всего, шпильки здесь, очень длинные ребра, шпильки не помогут. У нас в России самые большие шпильки, которые можно купить, да, по-моему, 70 миллиметров. Но кто не из России, тоже жалуются, что тяжело со шпильками, с нормальными, с невидимками, но поверьте, и у нас тяжело. Легко не бывает.
Так. Вот у меня оно пошло. После этого я вычесываю хвостик и также начинаю как бы, то есть эту прядь оборачивать вокруг себя и хвост за нее, да, уводить. Но мне нужно левую часть растянуть достаточно широко, потому что у меня же там ничего нет, да, у меня там только левый хвостик. Так, сюда, здесь достаточно компактно. И хвостик увожу за прядь, я ее как бы туда вчесываю и невидимочкой закалываю. Но давайте я пока не буду невидимкой. На самом деле я всегда шпилькой закалываю, чтобы могла что-то дотянуть. После невидимки уже все намертво. Вот шпилькой заколола. Теперь я, извиняюсь, чуть ее поверну, чтобы мне было тоже видно, а то мне левую часть не видно. И вот так вот дотягиваю левый краешек, левый бок до соприкосновения с нашим левым узелком. Это все приподнимаю, все стараюсь выгладить, да, максимально. Так, могу сразу, чтобы у меня вот эта вот часть не убежала, тоже на шпажку, господи, уж слова забыла. Здесь тоже чуть на шпажку, да, и теперь поверну, чтобы опять вам было видно, вот так. Теперь я вычесываю вот эту вот штучку. Вот здесь вот у основания, где у меня был начес сильный. Тоже, чтобы вот у меня дыры такой не было, я чуть-чуть сейчас уведу еще на одну шпажку. Вот сюда. И начну уже растягивать вот эту прядочку. Также против часовой стрелки, также ребрышки, все, знаете, то же самое. Ничего нового. Так, Лондон, лучше не Лондон. Лучше сильным лаком. Раз, дотянула. И сюда опять, да, мы как бы под нашу прядочку ее вытягиваем. И потом хвостик укладываем тоже за ней. Если хвостики не топорщатся, их, конечно, можно и ими что-то доложить. Но я всегда боюсь, потому что кончики в основном всегда у нас достаточно такие, как сказать, сеченые. Поэтому лучше их прятать. Но иногда и ими что-то выкладывают. Тоже чуть-чуть здесь нужно мне прижать. Здесь тоже подвытяну, да, вот этот вот. Чтобы у меня низ сошелся сверху в какой-то точке, в какой-то части. После этого мне нужно взять невидимки и невидимками заколоть вот этот вот хвостик, во-первых, который мне уже тут точно никакой красоты не даст. Во-вторых, я его прячу вот туда пальчиком либо расчесочкой за основание. И в-третьих, чуть-чуть покомпактнее, да, чтобы у меня здесь дырочек не было. Сейчас утяну мой вот этот узелок, а то тут очень большая дырочка получилась. И все это у меня должно быть, вот должно прям стоять колом. Если у вас мягонькие пряди, то все это обвалится в ближайшие там полчаса. То есть у вас должно все это быть зафиксировано прям куском. Все это должно держаться исключительно на лаке. Мы невидимки, сейчас я покажу, как будем еще вставлять, но в основном это все на лаке. Поэтому я уже там 5-й раз говорю, что это должен быть лак с сильной фиксацией. Не Лондон единичка, ни в коем случае. Теперь мы берем еще шпилечки маленькие, и мы вот эти шпилечки работаем ими, как я говорю, как невидимками. Мы берем шпильку, ой, эту невидимку, невидимкой как шпилькой, открываем ее немножечко, и мы ее засовываем просто вот туда, раз, где у нас дырочка. Вот и все. И тоже, то есть они у нас как шпильки работают, но в отличие от шпилек они у нас не выпадут, не подведут нас,
и вообще держится очень хорошо. То есть там, где у нас маленькие объемы, мы туда их засовываем. И, конечно же, так же, как мы делали бок, сейчас вам, может, не видно, но я вам показывала, как мы делали боковую прядь, мы обязательно основание вот этих вот наших узелочков фиксируем. Вот здесь вот, ой, вот здесь вот, чуть-чуть тоже мне надо подкопаться. Раз ее туда, как шпилечкой. Вот здесь они очень мягкие у меня. Лак подпитался, они же у меня еще, знаете, были же на этом, на спрей-воске и вообще на блеске даже, поэтому они мягонькие. Поэтому я сейчас беру и их еще фиксирую лаком. Мне не надо, чтобы они были мягкие. И, конечно же, жидким лаком, ой, извиняюсь, жидким лаком без него никуда. Мы его тоже фиксируем со всех сторон. И обязательно фиксируем, опять же, основание нашей вот этой вот розочки, если такое можно назвать. Зафиксировали. Теперь поворачиваем другим боком. У меня здесь остается две прядочки, да? Одна это верхняя моя в конце, советую ее в конце. Сейчас будем бок. Как лучше мне бок? Перейти обратно сюда. Нет, здесь не будет видно. Мне вот этот бок нужно будет делать. Вот здесь вот. Мой бочок. Вот здесь вот. Видно будет на верхнюю камеру? Пока видно? Ну, я вот только его буду делать, больше ничего. Просто я спереди не обойду, боюсь. Там не с руки. Так, теперь вот эта вот наша вот эта прядочка, она, получается, будет прикрывать наш правый бочок. В зеркало посмотрю, вроде нормально. И делаем все то же самое. Только опять мне нужно все с собой забрать. 2 минуты. Раз. Прочесываем у основания. Сейчас возьму спрей-воск и палочки. Так. Делим нашу прядочку на 2. Поделили. Вычесали на спрей-воск. Букву X перехлестнули. Потом еще один оборот вокруг друг друга. Вставили нашу палочку с острым углом, да, от этой. И вытягиваем, собственно, опять начинаем верхнюю часть. Ребрышки, вот эти вот тоненькие-тоненькие прядочки по тому же принципу, как мы макушку вытягивали. Вот лепесточек оттянули, зафиксировали. Еще один лепесточек оттянули, зафиксировали. Тоже, чтобы вот оно не склеивалось и нам не падало на верхнюю, мы возьмем дальний лепесточек и на шпилечку отодвинем, а этот, наоборот, чуть-чуть приподнимем. И все это фиксируем хорошим лаком. Каждое движение, то есть вот чуть-чуть сделали, зафиксировали, сделали, зафиксировали, сделали, зафиксировали. Не пытайтесь этот узел сделать за 1 минуту сразу весь во всех местах. Здесь самое главное не торопиться. Здесь вот приподнимаем чуть-чуть, чтобы нам валик не было видно. Можем часть, допустим, вот этого лепесточка пустить, к примеру, вообще вот сюда, да, если у нас тут видно валик или что-то такое. Ну и вообще просто чуть-чуть перебить рисунок, чтобы не было у нас таких 5 роз. 1, 2, 3, 4, 5. Всегда хорошо, когда между ними что-то. Вообще можете прям от каждой пряди отщипывать одну и куда-то пускать ее в другом направлении.
берем невидимочку, и вот этот хвостик, который сейчас увела в другую сторону, мы его, там я его прячу, в общем. Ладно, все. Теперь возвращаемся к нашему вот этому узелку. Берем вот так вот, тоже, чтобы он не падал, да? И ведем наш хвостик по кругу. Раз, два. И за него, да, мы цепляем, за прядь. Не поверху, а за нее хвостик нам потом лучше, конечно, вообще скрыть, спрятать. Вот я его сейчас уведу на шпилечку. Чтобы она не была плоской, первое, что нам нужно сделать всегда, это вытянуть от поверхности ребрышки. Ой, да, только я ее, знаете, ошибку совершила, не вокруг пряди серединной. Вот сейчас выну, ничего страшного. Вот так вот. Пух разве что побольше будет. Отвлеклась. Угу. Отвлеклась на боковую прядь. Что, там больше ничего не пишет? Нет. Ладно. Берем. Вот здесь, где у меня шпилька. Дублирую невидимку, шпильку вообще можно будет, ну ладно, оставить. И теперь начинаем, собственно, опять бачок наш делать. Ну, вернее, вот эту вторую прядочку. Вычесываем ее. И получается, мы ее тоже чуть-чуть полукругом, мы как бы перекрываем правую часть нашей пряди предыдущей. Вытягиваю вверх ребрышки, да, чтобы она была у нас... Ой, сейчас извините. Я вот стала тянуть, и пух пошел. Лучше всегда еще раз вычесать, потому что если пух пошел, его уже... Ага. Ну, в общем, по сути, сейчас я буду делать все то же самое еще, поэтому вы, если вам что-то непонятно или не видно, лучше сейчас спросите, потому что я сейчас пока примерно то же самое все буду делать. Эти вот два оставшихся узелка убирать, хвостик кидаю назад, и все, что мне надо сделать, это в ребрышке, вот в этой плоскости. Ой, только, да, голову лучше либо так, либо так. Да, она есть у меня пока не прикрепленная. Угу. Так. Так. Здесь вот тоже отщипну какую-нибудь прядочку. Прям одну можно, чтобы она у меня на фоне всех выделялась, да, то есть текстура прослеживалась. Что, нет вопросов? Как всегда, каждый онлайн-мастер-класс выпрашиваю. Ну ладно, если что, потом спросите. И все то же самое, хвостик мы обязательно фиксируем невидимочкой, я вот его уведу. Вам не видно с того ракурса, я думаю, мне тут чуть не, было видно валик, поэтому я тут по валику, ничего страшного, это нормально, когда что-то где-то видно, потому что мы еще в процессе. Опять же, вспоминаем то, что мы не делаем с боков очень широко, поэтому я сейчас беру и спицами чуть-чуть сделаю по прижимисте мой правый бок, да, потому что мне не надо, чтобы он... Так, давайте на общий план. Ой, не на общий, в смысле с бочку, так вот. Чтобы у меня не разъехался, я беру спицы, видите, и как бы чуть-чуть прижимаю, о чем я только что говорила, мой бок, чтобы он у меня был такой, сейчас 2 секунды я посмотрю, чтобы он у меня был, ой, теперь все обратно есть, не буду все обратно, чтобы он у меня был, в общем, более такой приплюснутый, а самый большой объем у нас на макушке и внизу, да, но внизу, опять же, ниже вот этой линии у нас не может опускаться. Обязательно жидким лаком, обязательно, без этого никуда. И обязательно берем, возьмите ближе, шпильки, как невидимочки, ой, невидимки, извиняюсь, как шпильки, не открывая их, как бы, как сказать,
продеваем, вот где у нас вот минимальные точки, да, где у нас такие впадинки, не в ребра, а между ребер. Раз сюда, вот здесь вот тоже раз, развернула, 2 сюда. Угу. Тоже. В общем, и основание, опять же, наших вот этих вот розочек, да, мы опять фиксируем. То есть мы их фиксируем вот так вот, протыкаем насквозь. Из основания, то есть это самые нижние такие пряди, которые касаются нашего валика снизу. Мы их на ощупь. Мы их на ощупь определяем. Больше никак. То есть я вот примерно понимаю, что у меня прядь лежит вот в этом месте на валике. Вот я ее там, где не видно, соединяю с валиком. Если чуть-чуть у меня подзамялось, все это вырисовывается, ничего страшного. Так, это у меня боковой. Сейчас я 2 секунды покручу, чтобы мне было видно, потому что с одного ракурса тяжело работать. Вот здесь бачок у меня чуть-чуть упал. Сейчас прям 2 секунды. Что мы обычно вокруг нашей невесты, модели, носимся как не знаю кто. А здесь чуть-чуть с одного ракурса получается. Сейчас здесь чуть-чуть подтяну, да. То есть я сейчас подтягиваю, где мне надо. Чтобы у меня все это имело какую-то целостность. И сейчас, наверное, я разверну обратно на верхнюю, да, камеру, потому что я сейчас буду делать верхний, собственно, вот этот вот самый верхний наш и очень важный элемент. Я сейчас подойти к этому всему не могу, начну потихонечку вынимать каждую вот эту вот шпажку и смотрю, вот я вынимаю, смотрю, изменилось или нет. Если я вынула, так, видно? Я хотела сверху, ладно. Так. В общем, если я вынимаю шпажку и вижу, что у меня что-то отваливается, тогда на место шпажки, прям в эту же точку, можно засунуть невидимочку. Ну, пока вроде нормально. То есть я себе расчищаю пространство. Сейчас еще чуть-чуть вот так. Иногда бывает, значит, берешь, а она падает, значит, надо крепить. То, что мы крепим так, не сказать, что наобум, конечно, стараемся все хорошо закрепить, но бывает, что все-таки где-то что-то не увидишь, или шпажка так хорошо держит, что вроде кажется, что и там уже невидимка есть. Вот так вот. В общем, это я все убираю. Это я тоже сейчас сбоку уберу. Все смотрю, чтобы ничего у меня не рухнуло вдруг. Все нормально. Вот здесь вот потом в будущем дотяну наши ребрышки. Угу. Так, все, теперь точно. Теперь я могу подойти. И теперь переключаемся наверх. И все то же самое делаем с нашей верхней самой прядочкой. Так, что мы делаем? Берем прядь, берем спрей воск, распыляем, спрей блеск, извините, ошиблась, распределяем, выглаживаем, чтобы никакой пух у нас не торчал. Хвостики пытаюсь прочесать, расческу застреет, значит на хвостике тоже надо, да? Иначе мы не сможем их потом оттянуть, вот эти ребра выделить, тяжело будет. После этого мы берем, в основании нашей пряди сыпем пудрочку, делим на 2 части. Угу. Каждую из этих частей начесываем, да, чтобы она побольше закрыла валик, чтобы она визуально была такой жирненькой. Начесали, сверху петельки счесали. Эту берем. Начесали. Видите, вниз убираю. Вниз на том же уровне убираю расческу. Вниз, то есть я расческу обратно вверх не возвращаю никогда. Смысла в этом нет никакого. Все, что мы счесали, мы обратно поведем за собой. Потом беру вот эти 2 прядочки. Вычесываю здесь, вычесываю. Сюда ее. И то же самое. Вот здесь только, видите, я получше счешу, потому что мне вот эта видимая часть прически, вот она все-таки будет видеть это, да, клиент. Лучше, конечно, гофрушечка-то ладно, а вот эти вот узелочки от начеса лучше, конечно, подчесать. А то она скажет, что вы мне тут наделали. Она скажет, так не говорила. Возможно, из-за того, что мы все это стараемся все-таки учитывать. Но всякое бывает в жизни.
Ладно, в общем, против часовой стрелки, то есть иксом, и еще чуть-чуть, чтобы одна прядь выходила из другой, и не было видно их начала, да, что они это одна, чтобы прям было видно, что это две. Сразу тоже направление острое, да, то есть никуда, не сюда у нас это смотрит. И начинаем вытягивать достаточно компактная здесь дырочка, только она вокруг вот это идет, вот так. Начинаем вытягивать больше внешнюю часть. Внешнюю часть достаточно высоко. У нас вообще вот эта часть должна сойтись, конечно же, с макушкой. То есть вот эту дырочку все мы должны обязательно подзакрыть. Подтягиваем, подтягиваем, не бойтесь. Прям какое-нибудь одно ребрышко берем и его лепим, вытягиваем. Сейчас я дотяну вот это ребрышко, мы сделаем перерыв, буквально 10 минут. Я за это время сфотографирую, да, потом расскажу, как, просто чтобы сейчас это тяжело будет камеру себе представлять, там, неважно. И потом покажу, расскажу, тоже быстренько, как я обычно обрабатываю фотографию, да, на что обращать внимание. Поэтому как бы сейчас основная часть уже заканчивается, поэтому если где-то что-то непонятно, хоть один вопрос, иногда мне девочки бывают, в группе учатся, и они говорят, а можно задать вопрос? Вот всегда говорю, да, всегда так говорим, что самый плохой вопрос это тот, который был не задан, поэтому лучше задать, чем потом думать. Не надо стесняться задавать вопросов. Иногда вопросы очень умные, что думаешь, как же я сама не задалась таким вопросом. Так, вокруг все это вытянула. Вот этот хвостик мы под прядочку, да, и также мы его будем где-нибудь к центру крепить, пока мы можем от него еще постараться какую-то пользу извлечь, допустим, закрыть валик. Тоже, чтобы у меня все это не рухнуло, не падало, сразу направление все задам моими шпажечками. Шпажки шашлычника, как сказал Георгий Кот. Вот мы шашлычники сегодня. На самом деле лучше купите алюминиевые палочки, потому что эти деревянные, они расслаиваются и очень плохо входят, а металлические, они, может, чуть-чуть потяжелее, но работать ими легче. После этого все, да, как я говорю, на сухой лак обязательно, пока все это не рухнуло, наша роза никуда не делась. И теперь, собственно, вот эту вот прядочку, она уже у нас начесана, на осись еще раз совсем, на всякий случай, подвычешу ее вот сюда. И опять же против часовой стрелки. Тоже почему, вот начинаю, видите, у корня растягивать, чтобы у меня дырка у корня не образовалась. Это когда училась, первый раз у Георгия Кота, тоже задавали, почему против часовой. Вот, а Мэнджи, наверное, многие знают. Она говорит, ну как почему против часовой? Ну потому что против часовой, ну вот, мы всегда так делаем. То есть там, ну, просто потому что. Очень хорошо мне отпечатался этот ответ. Ну потому что против часовой, так что и вы. Не задавайте, главное запомните, потому что так удобно, наверное. Путаться не надо, то столько студентов. Когда я вижу, что эти элементы закручены по часовой стрелке, я уже понимаю, что это, скорее всего, либо уж какая-нибудь супертворческая личность, либо просто в отражении. Знаете, бывают фотографии, отражают. Поэтому по часовой. И все. Так, вот этот вот хвостик у нас, можно здесь шпильку поставить. Там тоже может что-нибудь подтянуть. Идет как продолжение под прядью. Опа, мы его сюда раз, потом закрепим. И тоже пусть он нам тут что-то там да поможет. Его растягиваем, как очередной лепесточек нашей розочки или нашего узелочка. Вот кто будет отрабатывать, сразу могу сказать, на искусственных волосах это невозможно сделать, потому что на волосы должны быть жесткие, упругие и прогофрированные. Очень хорошо, это очень важно. 90% успеха, наверное, это структура волоса здесь. Все опадет, если оно не будет прогофрировано. Вот.
Во-первых, то есть не пренебрегайте. Во-вторых, не пренебрегайте тем, чтобы гофрировать каждый полсантиметра вообще. И я, когда учу, всегда говорю, что толщина начеса сантиметр, а гофре полсантиметра. То есть мы 5 начесали, вернее, начесали в одну, а до этого прогофрировали в 2. Как же эта красота продержится всю свадьбу? Ой, продержится, и 2 свадьбы продержится. Спят, приходят, как на лаке. Другого ответа нет. Все это держится на лаке. Исключительно. Поэтому я говорю, если вы взяли и не зафиксировали так, чтобы оно жесткое, да, вот здесь вот было как бы упругое, если вы так не зафиксировали, то все, конечно, приехали. А так, все структурные прически держатся в основном исключительно на лаке. Но для того, чтобы этот лак держал форму, форма должна вставать как бы сама, а для этого нужна хорошая подготовка волос. Понимаете? Подготовка волос – это вот то, что мы сегодня сделали. Соль. Накрашенного получится также. На неокрашенных. Получится, если много соли, прогофрируйте. Нам самое важное – это жесткость волос. Знаете, иногда волосы неокрашенные бывают очень жесткими. На самом деле, и держит и накрутку хорошо, и вообще все замечательно. А бывает, что волосы окрашенные, даже блондинки, не держат вообще ничего. То есть окрашенные, не окрашенные – это не залог успеха. Конечно, если волосы у нее не окрашены, но при этом очень мягкие, и еще 3 волосинки, ну, наверное, тут лучше выбрать какой-нибудь классический пучок с раскладыванием волос по валику, да, чтобы они эту форму не потеряли. Но если это не окрашенные волосы, но они как бы и накрутку более-менее держат, и вы вот так вот прогофрировали, тянете, и оно не пружинит обратно, а встает, да, как вам надо, то, конечно, продержится. Почему нет? Даже не переживайте. Так, все это заливаю жидким лаком. И давайте тогда сделаем перерывчик еще 1 минут 10, ну, может быть, 15. Я сейчас все это отфотографирую, уберу все вот эти вот шпажки. И мы с вами тогда встретимся через 10 минут, и я покажу, вот еще камеру настроим, чтобы на телефон, чтобы вам было видно. И я вам уже покажу, как обрабатывать фотографию.
Ушли мы на перерыв, хотели пофотографировать, все вынули, и я вспомнила, что я не накрутила вот эти прядочки. Конечно, их можно иногда и не накручивать, но на самом деле лучше, естественно, накрутить, потому что все-таки так будет нежненько, романтичненько, они тут от лица. И в первую очередь мы их сначала будем начесывать. Вот, и хотелось бы... можно, да, сообщение? Пришло? Нет, не пришло. Пришло? Так, вот мне пишут. Вы говорили, что на примере этой красоты объясните несколько вариантов высоких пучков, варианты исполнения. Это еще будет? Я вот хотела, не знаю, как сказать, спросить. Если вы смотрели весь урок, то, в принципе, я уже все это проговорила, но проговорю еще раз. Сделать 4 пучка мы сейчас не сможем, да, учитывая, что каждый пучок там занимает 4-5 часов. Я вам показала основу и сказала в самом начале, на каком моменте делать гладкий пучок, да, и как его делать. То есть я прям остановилась и сказала, что вот если мы хотим гладкий пучок, то вот так-то. Если на локонах и на жгутах, то ждем следующее. Потом я остановилась и сказала, что если вы хотите на локонах, то мы крутим самые обычные локоны, да, как мы крутили на всех других прическах, то есть я все это проговаривала, и мы их укладываем также 5 прядями, да, либо если пряди густые, то можно каждую поделить на 2, 10 прядочек будет, просто на объем цепляем, и у нас здесь будет красивый такой пучок из локонов, да, с хвостиками выпущенными. И если, я тоже сказала, мы делаем его на жгутах, то я показала, как делать жгутик, да, то есть тогда мы вот как наверху сделали жгутик, просто перекрутом, да, 2 прядей вытягиваем, и здесь делаем жгут, и здесь, и здесь, и здесь, то есть он у нас будет на жгутах. Но если жгуты мы просто перекручиваем 2 пряди, то узлы, вот которые уже, это 2 пряди абсолютно как будто мы их по очереди укладываем, то есть это разные элементы. То есть, ну как бы, я это имела в виду, и я это, ну не знаю, как сказать, сказала, ничего скрыть не хотела, ничего изначально я не говорила, что мы прям будем делать 4 пучка, один гладкий, один из локонов, один такой, поэтому, не знаю, если что-то было непонятно, просто напишите, я повторю еще раз. Но в целом основа под все эти пучки одна и та же, просто разные элементы мы укладываем, и все желательно против часовой стрелки. Ну ничего страшного. Извиняться не за что, я просто больше переживаю, чтобы это так не выглядело, что я сказала, а сама, знаете, ничего не сделала. Потому что я вроде бы как хотела, так и рассказала. Основа одна примерно. Ориентиры у нас пучка все одни. Я использую плойку 33 мм, подначесываю, как я сказала, у корня обязательно. И 2 прядочками, одну повыше, одну пониже, по классике, я накручиваю. Потому что если одной прядью накручу, она может такой быть очень обвисшей, да, если длинные волосы. И теперь просто 2 эти прядочки укладываю одна вокруг другой, так, по классике. Прочесываю на спрей-воск расчесочкой. Сейчас я чуть редкие такие зубчики использую. Вытягиваю, как обычный локон, да. Мы берем, чтобы он кругом лежал, и делаем его чуть-чуть пошире. И чуть ребрышек раз, сюда. Тоже все о локонах было в первом мастер-классе локоны. Прям вот если вы хотите, вы знаете, как еще из локонов, да, это делать, просто приобретите этот урок, он мега информативный, очень там много. И вообще о волосах, о плойках, о локонах, говорю, чему завиваются волосы, как с ними работать. Так, вычесываю вторую. И вот здесь вот в первую очередь мы берем и подтягиваем у корня. То есть, видите, у нас здесь ребрышки высокие. И здесь, конечно, лучше тоже их сделать высокими, чтобы у нас и еще визуально казалось, что у нас здесь волос, ой, очень-очень много, поэтому здесь столько волос. У нас, конечно, и так много. Но вдруг будет мало, обязательно вытягивайте ребрышки. И тоже лаком. Могу себе позволить здесь Шварцкопфом работать. Даже блондиночка, да? Была бы брюнеточка, взяла бы точно Лонду. Втягиваю. Тоже помним, первый оборотик у нас на уровне скулы, да, лучше делать. И не выше уровня глаз обязательно. Все это мы вытянули.
зафиксировали лаком. Обязательно, вот у нас хвост постоянно все прибивал, это нормально, по-другому невозможно работать. Представляете, это масса волос, мы же ее не можем в воздухе заколоть, хотя некоторые, конечно, закалывают, может быть, вы видели, ставят такую вот эту вот шпажку, на нее наматывают волосы и зажимом. Но мы так не работаем, хотя так можно. Поэтому обязательно потом вот это вот все, то, что здесь примялось, вот эти ребрышки, вот так, да, видно? Мы их оттягиваем от плоскости и фиксируем, чтобы они не были прижаты, да? Потому что это нормально, то, что они у нас прижимаются. К сожалению, по-другому мы не можем ничего сделать. И обязательно передние пряди, конечно же, жидким лаком. Некоторые передние пряди на утюжок, да, укладывают. Я имею в виду, что диаметр должен быть достаточно, ну, можно маленький, но у меня 32. Можете, конечно, 25 или утюгом. Утюг у нас имитирует как будто бы 25 миллиметров, чтобы они не распались. Да? Чем меньше диаметр, мы об этом тоже говорили, тем дольше будет, конечно же, все держаться. Так, сделали. И с другой стороны то же самое. Не помню, как вот так, да, я обещала вроде. Нормально так или могу еще вот так? Нормально? Все тогда. То же самое сейчас быстренько сделаем. Обязательно начесываем, да, наши прядочки. И обязательно их гофрируем, потому что постоянно девчонки спрашивают на обучениях на живых. А мы начесываем, а мы гофрируем. Обязательно. Нам нужно сделать вид, что здесь невероятное количество волос. Поэтому у корней они должны быть густые-густые, ребристые, волнистые. А ни в коем случае не двумя такими сопельками, усиками, да. И еще, не дай бог, чтобы не была открыта линия роста волос, да, вот глубокая, вот это вот. На жидкий лак я накручиваю обычно. И опять нижнюю прядочку у нас получится пониже накручена сама по себе, да, за счет того, что она относительно высоты лица ниже располагается. От лица почти к корню, чтобы не было такого прямо, а потом завиток. Плойка 32-33 мм, напоминаю, нам дает завиток как раз-таки на уровне скулы. И вот эту вторую. Пушочки все эти мы сейчас сюда вот эти влачим, да, чтобы они у нас не были. Это тоже можем чуть-чуть приподнять. Угу. И все то же самое сейчас быстренько. На спрей воск вычешу и то, и другое. И верхнюю оберну вокруг нижней. Все это фиксирую лаком и потом, конечно же, обязательно жидким. Ой, держи, пожалуйста. Благодарю. Тоже на лицо вытягиваем. Нижняя прядочка у нас всегда где-то на уровне подбородочка будет. И слева, и справа. Подвытягиваем и фиксируем лаком. Но тоже спрашивать у клиента, потому что у меня была вот девочка, в этом году мы ей делали, ну уже в прошлом, гладкий такой пучок, и она не захотела их накручивать, эти волосы у лица, но она их, как сказать, слюнями, в общем, своими подняла, сказала, так нормально, так сойдет. Но клиент всегда прав. Так, все вот это вот торчит. Сейчас чуть-чуть подвычешу у нас спрей воск. Да, можно пальчиками чуть-чуть. Чтобы их смягчить, да, чтобы они как палочки у нас не торчали. Они у нас торчат, потому что они тут прямые. И потому что, естественно, мы их гофрировали. Они здесь коротенькие. Гофрушечки так отнеслись. Без восторга, видимо. Тоже смотрим, чтобы с лица оборотик шел примерно одинаково. Угу. И вот у корня обязательно приподнимаем. Тоже, чтобы было симметрично. А то бывает с одной стороны
приподнято, а с другой стороны все прижато. Так, я чуть-чуть разверну, чтобы мне было видно, а то мне уже не видно. И чуть-чуть вот так обойду. И самое главное, чтобы спереди эти завитушечки шли примерно на одном уровне слева и справа. Тоже, чтобы не было, что с одной стороны обвалилось, а с другой нет. Так, волосы у лица мы уложили. Ой, извиняюсь, сейчас жидким лаком. Не забываем, что чуть-чуть тороплюсь. Раз. Жидким лаком ее. Угу. Так, и теперь я отфотографирую, и мы как раз уже после перерывчика, получается, на перерыве, да, будем фотографировать? Наверное. Нет, сейчас? Давайте, ладно. Давай, вставай тогда. Тогда сейчас я покажу. Вот. Угу. Так, вставай к стене. Так, первое, это мы должны выбрать ракурс. Убираю все наши вот эти шпилечки, да, чуть-чуть вот, если у меня ставлю. Угу. Так, беру телефон. Первый ракурс. На самом деле, прям одного такого ракурса у нас нет обычно. Мы всегда стараемся сфотографировать, чтобы немножечко была голова, не прям смотрела, да, в профиль, немножечко под углом, так нос будет поменьше. Это во-первых. Во-вторых, высокие прически, лучше пусть она смотрит пониже и немножечко смотрит на меня вот так. Так такая прическа будет казаться выше, чем она есть. И единственное, что я хочу сказать, никогда не фотографируйте снизу, это очень некрасиво. Мы стараемся всегда, еще вот так чуть-чуть фотографировать, чуть-чуть высоко. То есть она вот смотрит немножечко вниз под углом вот так вот, и мы ее фотографируем чуть-чуть повыше, чем есть. Так прическа будет казаться еще выше. И насчет того, конкретного ракурса нет, у меня обычно 90-100 фотографий одной прически, поэтому я сейчас пофотографирую немножко. Выберу одну, но что касается дневного света, если яркий свет, мы никогда не фотографируем прям ровно от света фотографию, потому что весь этот пух будет подчеркнут. И такой секрет, чтобы пуха не было видно, нужно фотографировать от источника света. Как это по-русски, да, как вы скажете, как это фотографировать против света, кто же так фотографирует? Мы берем, допустим, у нас в студии стол, да, с лампами, включаем его, ставим либо сажаем нашу модель против этого стола и фотографируем как раз против света. Немножечко затемненная фотография, ну и бог с ней, зато ни одного пушочка видно не будет. То есть, понимаете? И то же самое, если дневной яркий свет, лучше уйти в тень, и в тени не будет пуха. А если иногда делаешь как бы на солнечном свете, да, допустим, собрал невесту, вышел на балкон в гостинице, и там солнечный свет. Вот если вы пофотографируете от солнечного света, все фотографии будут, ну, не ужасного качества, но стыдно будет показать, скажем так, клиенту, потому что в жизни будет красиво, а на фотографии это будет пересвеченное, все такое пушистое, жеванное. Ну, в общем, получается, показываешь, ну, ей же интересно, говорю, что там сзади, показываешь, ей говоришь, ой, а в жизни это намного лучше смотрится, вы не переживайте. Ну, в общем, чтобы таких ошибок не было, сразу лучше ее где-нибудь в темноте и против света, против того же окна сфотографировали, и она форму увидит, структуру немножечко увидит, но хотя бы пух не подчеркнете, это если очень-очень солнечный свет. Поэтому сейчас сделаем немножко перерыв, чтобы опять нас, как хотели в прошлый раз, настроить камеру, ну, чтобы показать, как обрабатывать фотографии, и уже сейчас быстренько это сделаем, я чуть-чуть пофотографирую, буквально несколько кадров, и покажу, как я ее, собственно, обрабатываю. Теперь да.
Я сейчас еще немножко пофотографировала свою модель, и сейчас можете посмотреть слайд номер 7. Я там выписала 5 основных программ, которые я использую при обработке фотографии. Первое, просто я сейчас буду, когда обрабатывать, вы, пожалуйста, не спрашивайте, да, это что. Вот все значки, как они выглядят именно на iOS, да, у кого айфоны, я выписала. У кого Android, они выглядят примерно так же, да. Эти все программы, они бесплатные, практически во всех, хотя, по-моему, во всех. Есть платные, да, функции там какие-то, которые под звездочкой обозначены. Но я обычно пользуюсь чисто бесплатными, платные не покупаю. Что такое? Можете пока написать. Слышно? Плохо слышно? Фонит? В общем, эти мобильные приложения, вы просто их скачаете бесплатно, и все, и можно в них обрабатывать. Ладно, я думаю, наверное, на перерыв тогда надо уйти, да? Нет? Все? Давайте попробуем еще раз. Все нормально? Маленькие технические неполадки. Ничего страшного, просто камеру перенесли. Но зато все будет видно, как обрабатываем фотографии. В общем, опять же, в раздаточных материалах слайд номер 7 это программы для обработки фотографий. У меня их основных 5, и иногда некоторые девушки приходят, что-то я себе закачиваю. На телефоне, конечно, у меня много, сейчас увидите, их полным-полно. Но на самом деле использую я только 5 штук. Иконки, которые лично у меня, они все есть в этом слайде. Все подписано, как вам искать, да. И эти приложения, они для iOS, то есть для айфонов. Если у вас Android, тогда, пожалуйста, тоже поищите, они все есть, потому что у нас девчонки с андроидом тоже приходят, мы им помогаем, на обучениях тоже все это настраиваем, то есть это все есть. Это у меня лично все версии бесплатные, то есть я не плачу за них там по 300-400 рублей в месяц.
Можно, конечно, их купить, и там есть дополнительные функции под звездочками, будьте аккуратны, будьте осторожны, можете что-то нажать не то, потом согласиться, ввести там код, и у вас купится это приложение, но лучше, конечно, ну, я этим не занимаюсь, если вы хотите быть продвинутыми, конечно, фотографии, ради бога, покупайте, у меня все это бесплатное, то есть базовые версии, они бесплатные. Некоторые приложения, когда при сохранении говорят то, что у вас очень маленькое качество, вы нажимаете просто пропустить, на самом деле качество отличное. Я иногда, бывает, одну фотографию так 20 раз прогоняю, ну, по 20 приложениям, если бы везде портилось, конечно, качество, было бы хуже. Ну, фотография была бы плохой, но в целом она сохраняется. Однако в некоторых приложениях, по-моему, в Snapseed или в Lightroom, вот в одном из двух, посмотрите в настройках, есть такая функция, как сохранение фото. И там есть сохранение фото 100% качества и сохранение фото 90% качества. Вот, и там по умолчанию стоит 90% качества. Поэтому вот вы только этот моментик поменяйте, и все, и дальше все будет хорошо. Поэтому я сейчас перейду обрабатывать фотографию, да, чтобы вам было видно. Так, вот мой телефон. Первое, что я делаю, это я захожу в фото. И поскольку у меня, как я уже сказала, обычно где-то 90 фотографий, видите, сегодня меньше, но обычно намного больше, я первое, что должна сделать, выбрать, что же я буду выбирать. Сделать это, перелистывая по одной фотографии, нереально, вы 90 ракурсов все в голове держать не сможете. Поэтому первое, что я делаю, я смотрю, уже обычно спустя 2 часа, где-то после того, как я сделаю прическу, чтобы взгляд у меня не замылился, смотрю, какой ракурс мне больше нравится, какая фотография из всех вот этих в ленте, да, цепляет мой взгляд больше всего. И после этого я начинаю уже ее обрабатывать. Допустим, не знаю почему, мне нравится вот эта фотография, но вы могли выбрать любую другую, да, под настроение. Я беру вот эту фотографию и ставлю здесь лайк, да, могу несколько выбрать, а потом из них выбирать. Вот, после этого первое, что я делаю, у вас как раз-таки на слайде написано Lightroom, не зря, потому что я ищу Lightroom и открываю эту фотографию, вот мне с Lightroom, здесь плюсик нажимаем, фотопленка изменяем, она избранная, да, чтобы тоже в приложении уже не выбирать, здесь в Lightroom избранная в самом низу, избранная. И из этих избранных фотографий я уже беру ее и выбираю. Что дает мне приложение Lightroom? Приложение Lightroom дает мне возможность избавиться от одного какого-то цвета, либо добавить белого, либо добавить черного. Поэтому первое, что мы заходим в свет, и в свете мы обычно, не знаю, с чем это связано, но как правило, мы чуть-чуть убавляем цвета, чуть убавляем, но по максимуму добавляем белого. Видите? Если мы нажмем на фотографию, будет до-после. Вот, у меня уже фотография посветлее. После этого, здесь, конечно, тень, вы с этим можете играться, я сейчас не буду про все говорить, а то это можно 5 часов только этим заниматься. Переходим в цвет. Вот здесь вот цвет всегда добавляем оттенок, где-то на 15 я добавляю, иногда бывают фотографии очень желтые, на 20-25 максимум. И тоже, видите, она у меня была желтоватая, зеленоватая, раз, ушло у меня, стало фиолетовое. Нажимаю смеш, вот здесь смеш. И теперь я могу играть с каждым цветом. Это вот самое важное приложение Lightroom, ну, с функцией Lightroom. Я теперь беру, что мы делаем? У нас в студии зеленый пол, мы всегда убираем зеленый, да, то есть вот мы убираем насыщенность и добавляем яркость, чтобы он обесцветился. Но здесь у нас нет зеленого, бог с ним, да, я его верну или могла его игнорировать, желтый и оранжевый, потому что блондиночки не любят, когда у них желтые волосы, ну вообще воспринимается красиво, когда они такие белые, нейтральные, поэтому мы насыщенность убираем, чуть-чуть яркости добавляем. Но всегда следите, когда выбираете желтый и оранжевый, за цветом кожи. Видите, я убрала, и у меня остались красные губы и бледные кожи. То есть с этим будьте очень аккуратны. Можно так случайно смотреть чисто на волосы и не обратить внимания на ее, собственно, кожу. Нажимаем «Готово». Здесь, конечно, можете другие цвета добавлять, да, если у вас там зелень. Бывает, фотографы скидывают фотографии каких-то ядовитых зеленых оттенков. Вот зеленый можно тогда убрать, и она уже станет более-менее нормальной. Эффекты. Раньше я всегда добавляла текстуру, да, видите, какая она становится. Но сегодня я это не делаю, потому что текстура подчеркивает пух. Поэтому я сейчас захожу в детали. В деталях ищу снижение уровня шума и немножечко выкручиваю на 20. И чтобы пушочки у меня все исчезли, да, то есть раз, вот, до-после. Собственно, в этой программе я обычно ничего не делаю. Иногда вот можно нажать оптика и чуть больше фотографий, ну, прическа, чуть больше. Вот,
Соответственно, я нажимаю галочку, вот у меня фотография сохранилась. Вот здесь вот я нажимаю вверх и сохранить в папку файлов. И вот здесь вот маленький, максимальный, нажимаем максимальный. Нам маленький не надо, мы же много будем обрабатывать. Да, и я включила режим самолета, и зря. Сейчас включу, извиняюсь. Решил включить режим самолета, чтобы мне никто в этот момент не написал, не отвлекал. А на самом деле приложение же связано с интернетом, так что извиняюсь, выключила режим самолета, сохранить фотопленку максимальный. Потому что у меня все это в облако сохраняется. Все, успешно сохранена. Теперь, если мы откроем нашу фотографию, моя последняя, извиняюсь, не в ту сторону, моя последняя фотография уже будет вот эта, то есть обрабатывать уже буду я, как бы ее. Следующее приложение, Facetune 2. Многие, наверное, знают, любимое приложение, Facetune 2. Берем все фотографии, последнюю нашу, да, уже загружаем. Что мы делаем? Facetune. Видите, у нас Алена худенькая, тоненькая, маленькая, а на фотографии вот такая у нее рука. И при этом маленькая прическа. Хотя в жизни огромная прическа и тоненькие руки. Вот что нам можно здесь сделать? Мы нажимаем форму и чуть-чуть, конечно, лучше это делать, когда фон не связан, да, типа с таким поверхностью, чуть-чуть ее убавляем, чтобы она не была, видите, такой полненькой. Можно нажать уточнить и эту ручку еще чуть-чуть, ну, то есть обычно, когда даже на белой стене, это все, извиняюсь, это все очень хорошо регулируется. Это у всех невест, это нормально бывает, фотографии скидывают у фотографа. Я видела невесту худющая, а она на фотографии с огромной ногой или с животом, это все регулируется. Ну и для красоты, конечно, лайфхак, добавляем грудь чуть-чуть. Ничего страшного. Вот так вот она у нас была, встала. Когда у нас немножечко в такой профиль, фотография, я всегда убираю носик, потому что вот у Алены красивый носик, а у большинства людей какая-то паранойя насчет носа, и в таком ракурсе бывает невыгодно. Я чуть-чуть раз его и чуть-чуть делаю поменьше. Но Алену можно это было не делать. И если она была бы очень грустная, я бы ей чуть-чуть, пусть поулыбается немножко, все. То есть никакого волшебства, вот чуть-чуть мы ее сделали поуже, потоньше. Нужно чуть шейку вытянуть, совсем чуть-чуть. Вот, раз, сохранили. Здесь же можно что-то сделать мягче, что-то сделать, как сказать, светлее, белее, там можно зубы выбелить, это все бесплатно. Дефокус. Дефокус, зубы выбили бесплатно, да. Что значит? Дефокус это значит как бы портретная съемка, да, когда у нас сзади все размывается. Вот я беру и размываю все. Можно сначала грубо вот так вот все размыть, когда у нас фон какой-нибудь неважный, либо вот пушочки видны. Размываю все это дело грубо. После этого беру, нажимаю ластик, увеличиваю и вот здесь немножечко раз, где у меня попало на волосики. Так можно периферийные волосики немножечко подсмазать, да, если где-то что-то попало, ничего страшного. Вот, здесь тоже ей грудь чуть-чуть, раз, чтобы она побольше казалась. Вот так вот. Здесь от дефокус можно, видите, увеличивать, здесь еще добавлю, видно, где у меня дырочки, где я пропустила. На максимум я добавляю, а потом уменьшаю, как мне надо. Ну, допустим, вот так, или еще поменьше. То есть вот, немножечко у меня размыт фон получается, могу еще чуть-чуть здесь подразмыть. Все, нажимаем галочку, то есть мы тут этим дефокусом работаем. Потом, ну, в общем, здесь посмотрите, не буду я все это рассказывать, обласки, это там тоже до бесконечности можно. Здесь ни фильтром я ничем не пользуюсь, в основном фейстюном я немножечко меняю форму, размываю экран. Дальше, сюда же опять все то же самое, сохранить фотопленку. Так, выхожу. Следующее приложение у вас, которое прописано, я в жизни, как обычно, делаю Snapseed. Snapseed. Тоже все бесплатные его функции. Плюс добавляю фотографию. Вот она у меня, скорее всего. Да. Что я делаю в Snapseed? Если мне нужно, допустим, ищу модель срочно, в инструментах есть текст, я добавляю текст. Если мне нужно немножечко повернуть, здесь есть перспектива, то есть вы тоже всем этим поиграетесь, но что лично делаю я? Иногда бывает, что в кадр попадет что-то, то, что не должно попадать, допустим, где-то у нас какая-нибудь кружка, да, клиент оставил, одноразовый стаканчик, некрасиво. Здесь вот есть точечная коррекция. Вот точечной коррекцией я, получается, если мне что-то, у меня здесь такого нет, ну вот здесь, допустим, возьму, можно что-то убрать, видите? Он мне сам дополняет. Если бы это была бы, извиняюсь, белая стена, то он бы мне белым все дорисовал.
Но здесь у меня просто сама фотография не позволяет это сделать. И дальше, что я здесь тоже часто делаю, добавляю, это можно, конечно, зерно добавить. Раньше, если знаете, да, вы следили, было очень модно там зернистости добавлять, но я это сейчас уже не делаю, мы сейчас гладкость, да, причесок именно подчеркиваем. Поэтому я здесь чаще всего нажимаю блеск софита. Здесь можно разные, видите, насыщенности по-разному размыто. Выбираю то, что мне больше нравится, обычно либо это первое, либо четвертое. И вот здесь вот можно сияние убавлять, вернее, насыщенность. Ну, в общем, тоже покопаетесь. Ну, к примеру, вот так она у меня. Дальше, экспорт. Сохранить копию. Сохраняется она. Все, сохранено. И следующее, что у нас, Perfect 365. В основном он у меня завершает, про ВСЦО сейчас попозже скажу. Perfect 365, лучшее приложение для обработки лиц и фотографий. Все фото, последнюю фотографию. Обычно он лицо находит сам, если смотрит, так, вот здесь он всегда что-то, видите, сам делает. Вот надо здесь найти оригинал нажать. Обычно он находит лицо сам, если прямо она будет боком, он лицо может не найти, будьте внимательны. Надо, чтобы либо она глазами в камеру смотрела, либо хоть чуть-чуть было лица. Нажимаем инструменты, гладкость кожи. Нажимаем, видите, вот тоже можно до-после, до-после. Видите, у нее лицо сгладилось, и кожа вся сгладилась, красивая такая стала. И здесь тоже можете увеличивать губы, глаза, менять пропорции лица. В принципе, я только здесь сглаживаю кожу. Если, конечно, человек лицом смотрит, можно еще. Но вы тут уж сами разберетесь. Тоже я нажимаю сохранить, и в принципе вот примерно такую фотографию я, получается, буду выкладывать в мой инстаграм. Единственное, что вот еще не сказала, извиняюсь, потому что много всего в голове, вот я сохранила, написано, видите, с низким разрешением, получиться высоким, это надо платить, но на самом деле это нормально. Я беру Snapseed, вот то, что я самое главное не сказала, открывайте эту фотографию, которая у меня, ой, не то, которая у меня после Perfect 365. И что я могу сделать? Инструменты, кисть, да, вот здесь вот первая прям кисть, вот у меня плюс 10 внизу написано, делаем плюс 5. И там, где у меня светлые волосы, блики, я могу чуть-чуть дорисовать. То есть он осветляет на самое минимальное значение какие-то вот эти вот штучки. Я такое редко делаю, но просто уж покажу вам. На самом деле мне иногда просто долго сидишь, делаешь, а лучше она не становится. Но вообще многие, кто делает, особенно на цветных волосах, очень помогает. И на минус 5 меняю, и теперь где тени, да, я тени затемняю. Здесь, здесь. То есть чтобы у меня такой был больший контраст между светом и тенью, да, о котором мы говорим. И вот можно тоже до, после. После все-таки видно, что она более такая ребристая стала. В принципе, все. Вот что касается ВСЦО, у меня оно, ой, не открыть, отмена, экспорт, сохранить копию. У меня оно есть, но тут лучше покупать платную версию ВСЦО. Ведь я давным-давно пользовалась им, 300 лет тому назад, даже здесь свежих фотографий нет практически. Лучше покупать платную версию, потому что, даже вот, сейчас найду. Не могу найти, где здесь фотки загружать. Ну, в общем, ладно, ничего страшного. Лучше покупать платную версию, потому что тут самое главное это фильтры. Фильтры это опять C4, вот здесь плюсик, все уже. Опять C4, они платные. Это самые такие известные фильтры стилистов, причесочников, скажем так. Вот, импорт, здесь ведь все сложно. Я как человек, который не пользуется этим, мне достаточно сложно. Вот, опять C4. Он мне пишет, что они бесплатные, но я точно знаю, что они платные. Вот опять, и потом долистать до C4, может, опять сделали платным. Вот C4, видите, C5, вот они самые такие известные, и вот написано путем оформления подписки. То есть, если хотите, конечно, купите, очень хорошая вещь, но я в основном не пользуюсь этим, в СТО редко пользуюсь, если мне нужно резкость прям увеличить. Так что вот, сейчас я опять вернусь к своей модели. Надеюсь, все было интересно. Никто там ничего не писал про обработку? Писали? Так, можете задать, подай ко мне сюда. Можете задать последние вопросы. Сейчас у меня как раз, пока нет режима самолета, я зайду посмотрю. Сейчас. Лучше смотрится на белом фоне прически. Многие стилисты профили выглядят одинаково. Вы знаете, многие стилисты, потому что считают, что это выглядит красиво. Ну, здесь дело вкуса. Я одно время все прически обрабатывала через одни и те же фильтры Lightroom. Может быть, увидите, да, все всегда делала одно и то же. Они такие бледные были.
Потом ко мне как-то пришла клиентка и говорит: Наташа, не делай так больше, это смотрится ужасно, она меня там оскорбила меня до глубины души, мне так было грустно и печально. Потом я сейчас уже обрабатываю их более живыми, если вы сравните мои фотки сейчас и 3 месяца назад, это абсолютно разные фотографии. Поэтому они так обрабатывают на белом фоне, да, фотографируют и все делают, только для того, чтобы он и выглядел их аккаунт универсальный как-то, чтобы люди видели фотографии в ленте, вспоминали их. Поэтому, ну, это дело вкуса, видите, вам не нравится, вот мне тоже нравилось одно, нравится другое. В общем, надеюсь, все было понятно. Если что-то где-то непонятно или будете делать, возникнут вопросы, потому что смотреть всегда легко, когда делаешь, уже вопросы на месте возникают. Тогда вы мне пишите в любых соцсетях, я всегда готова к ответам, да. И еще раз напоминаю, вначале говорила, вдруг кто пропустил, в конце говорю, что в течение месяца мы вышлем вам ссылку на скачивание этого мастер-класса, в течение месяца мы вам вышлем сертификат именно, не переживайте, все будет обязательно. Вот. Еще раз поблагодарим нашу Алену прекрасную, может она еще раз покрутиться, показать, какая у нее прекрасная, нормально все? Красивая причесочка, стойка она, как обычно. Девчонки, кстати, мне сегодня так жалко, просидела эти часы. Надеюсь, вам тоже все понравилось, все было понятно. Спасибо ребятам, которые организуют трансляцию. Без них бы тоже ничего бы этого не было. Всегда им очень благодарна. Всегда их отмечаю тоже. Если кому-то нужны будут услуги, обязательно обращайтесь. Вот. Поэтому хорошего всем вечера. Немножко мы пораньше закончили, но я думаю, многие даже рады. Да? Просто обычно мы рассчитываем на 4 часа, а делаем 5. А в этот раз первый раз в жизни написали 5, получилось 4 с небольшим. Но думаю, это не беда. Надеюсь, все получили удовольствие. Если что, пишите мне. И до свидания. Следующий мастер-класс наш будет по высокому хвосту. Всем пока.